Ассаламу алейкум Ларми Новчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Надо бомбануть эфир. Так. Я немножко сегодня раздражителен, поэтому боюсь, что сегодня будет немножко жарко, так что прошу заранее меня простить, поскольку мои подписчики прислали мне одну карту с комментариями. Вот. Поэтому когда как, иногда с сахаром, иногда без. Вот. Поэтому надеюсь, кто-нибудь из них появится в эфире, чтобы можно было выяснить их. Сейчас немножко подождите. Конечно, раздражает. Конечно, выводит. Хотя я, по сути, человек очень спокойный. Но у каждой вещи есть, как говорится, грань и черта, которую некоторые уже не только перешли, переплыли, перепрыгнули и наглым образом распространяют данную дичь. Это касается и адыгов, и многие другие народы. Оказывается, тут есть специалисты по Валейкум ассалам. По этнографии. Вот. Оказывается, есть это в кавычках. Вот возьмем в кавычки, это супер сильные, пафосные. Вот. Чем больше пытаешься не затрагивать, тем больше наглеют. Валейкум ассалам. Так что
Так, меня слышно хорошо? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сегодня уже не в первый раз прислали мне раз 6 или 7 данные скрины. Некий Назарбаев создал ник вот такой и пишет: во-первых, я хочу, чтобы вы увидели. Закинули вот такую вот карту. Исторические территории ингушского народа. Весь Ачхой-Мартановский район, включая часть Галанчожского, весь Ачхой-Мартановский район. Вот там часть Натеречного района. Вот под этой картой, как вы увидите, написали комментарий. И тут даже не все комментарии прислали, я не заходил, у меня не отображается это. Да не слушайте, говорит, вы всяких черкесов и иронов. Кроме, говорит, галгай, грузин и дагемтанцев, и то всех дагов, все народы, ныне живущие в большой кавказской семье, пришлые. Ироны с Ирана пришли. Кабардинцы – это осколок адыгов. На побережье Черного и Азовского моря жили. Карачаи, баркарцы, кумыки, нагайцы, калмыки – это остатки от монголо-татар. А чеченцы – образовавшаяся нация из разных пришлых и беглых народов в середине XVI века, то есть в 1550 году получается. Взяв за национальный язык ингушский, так что остаются автохтонные, в скобках, коренные народы, это галгай, гурджи и сели, дагестанцы в скобках. А то, что земля Галгая время от времени оказывалась во владении кабардинцев с помощью русских, это не значит, что наши земли были их кабардинскими. Продолжение. Другой подтрунивает его, говорит: селий тоже большинство тюркские народы. Оттуда и чечены. А насчет лезгин не знаю. Дальше пишет некий Шафиит Оздо. Мне один черкес сказал, что Малгобек и Назрань исконно принадлежали им, и что, мол, один князь подарил их с большой буквы ингушскому народу, а на вопрос, где жили ингуши, так они жили в горах, говорит. Дальше. Отвечает админ канала: сказки это все. Сами черкесы на Кавказе не проживали. Они пришлые. С правобережного Азова под покровительством Руси. Честно сказать, немножко непонятно, почему некоторые люди после вот таких заявлений или опровержений, я же, конечно, напишу, по крайней мере, покажу, что это фейк. Отвечать на комментарии-то смысла нету. Тут идиот только может
такое написать. Причем дагестанцы через М. Опять же, стоит ли обращать внимание, стоит ли отвечать, нужно ли это все? Почему вы только вот нас трогаете? Почему вы только про нас пишете? Почему вы только? Я, честно сказать, в данной ситуации 2 месяца тому назад написали это, или месяц тому назад написали это. К чему это делается? Для чего это делается? Я бы хотел задать этот вопрос вам. Каковы, по вашему мнению, каково вообще должно, как мы должны отвечать? Стоит ли это делать? Не стоит ли это делать? Оставлять ли? Потому что все вот это мне уже прислали и кабардинцы это, то есть адыги, прислали это и наши представители. И вот сейчас последние, опять же, где-то уже 5-й или 6-й человек, еще один Гендергнов прислал мне данное видео. Вот. Для меня немножко непонятно, конечно же, вот эти разговоры, стоило ли об этом говорить или не стоило. Хотелось бы, конечно, чтобы все мы мирно, четко жили, каждый занимался бы своей историей. Есть люди, которые, видимо, никак не могут успокоиться, не могут понять простой истины, что ответ может быть не такой, как бы хотелось им. Вы знаете, не реагировали, не обращали внимания с 4-го года, когда в 2003 или 2004 году написали книгу. Потом эта брошюра, монография превратилась в толстую, монолитную книгу. Тоже не обращали внимания. И вот только тогда, когда произошел небольшой конфликт, такой именно о справедливости, о честности, в этот момент только тогда люди заинтересовались, что же о нас говорят. Очень много людей, у которых есть честь, достоинство, совесть. Очень многие люди реагируют на это очень болезненно. Особенно реагируют на это молодые люди. Это точно так же, такая же реакция была бы и с той стороны, если бы говорили только бы об этом наши. Но я считаю, сказанное где-то в пространстве, там, на пятачке, там, где-то собрались 2 человека за семечками, так сказать, или за чашечкой чая, гонять чаи и рассказывать всякую ерунду, сплетни, никаких проблем нету. То есть вот эти понты, байки, сказки, пускай между собой это все останется на уровне, это не расходится везде, массово не уходит в народ. Вот. А когда вот такие люди, с учетом того, что пишут такое, то есть в 1550 году сформировался, это насколько же нужно быть конченным имбецилом. Вот реально имбецил конченый, только можно сказать, что чеченский народ, нохчий народ сформировался там в 1550 году. Во-первых, формирование чеченского народа произошло намного раньше.
А тот, кто это говорит или пишет, он является лишь частью и осколком этого народа. Каково бывает, когда тебе отвечают вот таким образом? Примерно. Или частью, или можно сказать, ты такой же являешься пришлым, и мы знаем, там, от кого ты пришел и от кого ты появился. Понравится ли? Нет, конечно, не понравится. Так что никаких обид, никаких недопониманий, по сути, быть не должно. Просто-напросто каждый должен прекращать нести чушь и ерунду у себя дома. То есть у себя нужно это останавливать, не у нас. Если здесь у нас будут кто-то там огульно, никто там цаннабала больше, если никому это не нужно, дела нету, если этот человек будет заниматься распространением, делать ложной информации, тогда мы сами остановим у нас своего человека, если таковой есть. Вот. В плане вот несправедливо оклеветать народ. Я понимаю, там, создал ник, нету ни мужества, ни чести, ни достоинства. Назарбаев там написал, другой там пишет 0606 там, или 3, 10, тем самым оскорбляет фактически. Ладно, окей, если ты можешь сказать, что там кто-то прислал доказательства, у тебя есть, что там калмыки прямые потомки, нагайцы прямые потомки. Ладно, это еще как-то можно, они сами в принципе этого не отрицают. Понимаете? Но когда ты начинаешь заниматься вот такого рода провокациями, я не защитник ни там кого-либо, каких-либо других народов. У них есть у каждого свои народы, есть свои люди, которые могут ответить. Но данное уже это прошло уже 4 года. 5 пошел уже год. 5 год прошел, никак не угомонятся, никак внимания не хватает. Вот они забрасывают снова и снова. И ждут, что мы должны остановиться. Стоило еще как стоило. Говорит, если не будем выявлять и выставлять на показ всем, примут за правду. С уважением. Пишет. Я тоже так считаю. Я просто иначе не вижу никакого выхода. Честно, не вижу никакого выхода. Данные пасквили писать и вбрасывать. То есть мы такие белые, чистые, пушистые, а вот они сформировались из беглых бандитов, полукровок, и сформировался народ. Неплохо так, да? О народе, который является 3-м по численности в России. Вот такие вот дела. Честно. Ай-яй-яй-яй. К сожалению, да, Заур. К сожалению, да. К сожалению, да.
Сейчас я один момент. Ассаламу алейкум. Реагировать нужно, даже запоздалая реакция на всю грязь, что льют на чеченцев. Зомбаши не успокаивается. Зевс Грегор. Верно. Так. Давайте посмотрим. Что же пишет об этом? Да, армяне пришлый народ. По крайней мере, так говорят. Так, посмотрим, что говорит об этом Берже. Чеченское племя. Территория, занимаемая чеченским племенем. Именно только чеченское племя. Местность заключается между Осетией и Кумыкской плоскостью. Население многочисленным племенем кавказских горцев, говорящих одним языком, называющимся чеченским. В состав этого племени входит общество бывших округов Ауховского, Ичкеринского, Аргунского, Чеченского и Назрановского. Говоря общим языком, общества эти, как русскими, так и туземцами, не все называют чеченскими. Собственно, чеченцы – суть жители округа, населившего это имя, и чисто чеченский язык есть тот, на котором они объясняются. Прочие же общества значительно уклоняются от этого языка, имея каждое свой особенный жаргон. Странно, что ученый человек говорит жаргон, хотя это имеется в виду тюремном. К северу реки Терек служит границей этого племени и русских станиц. Южной границей служит хребет Кавказских гор. Смотря с плоскости на горы, видишь, что эти тремя уступами проходит от востока на запад южный склон этих гор, крутой и отвесный. Северный же, предполагаемый, пологий. Высочайший или первый уступ составляют снеговые горы, называющиеся по-чеченски Башлам. То есть тающие горы. Слово Беша значит тает, баша, алам – гора. Вершина этого уступа покрыта вечным снегом, причем подножие его лишь в конце мая покрывается травой. Второй уступ называется по-чеченски лам, то есть гора, горы, составляющие этот уступ. От основания до половины высоты покрыты лесом, а вершины их обнажены и часто бывают скалистыми формами. Почему для различия высот этих гор их по-русски можно называть лысыми горами, так как русские всякую возвышенность называют горою? Вероятно, горный холод препятствует растительности леса на этих вершинах, и он растет до известного предела атмосферической высоты. Так, здесь атмосфера, это все не столько интересно. Горным хребтам чеченцы дают название, смотря на их высоты. Надсунжинский хребет невысоких гор называют Раг, от слова раго, означающее сарай. Раго
означающий сарай. То есть этим названием они объясняют, что те горы гораздо ниже Черных гор. Возвышенный уступ предгорного терека называют Шу, то есть береговая возвышенность. За Черными горами следует равнина или плоскость Чечни с богатой растительностью, которая почти без пота чела при малом усилии работающего старицею вознаграждает его труды. Земля эта чрезвычайно удобна для садоводства. Множество рек и ручеек истекает из горного хребта, направляясь с юга на север. Некоторые из них вытекают из вечно тающих снегов первого уступа, шумным, низвергающимся на покатый север, вырывая для себя земли глубокие ложбины силой разрывной цепи. Что самое интересное, здесь в этой книге все названия, все горы чисто чеченские. Зарета Абдурахманова пишет: реагировать нужно, опровергать нужно, иначе это воплотится в ненужное зло для будущих поколений. Я с тобой тоже абсолютно согласен. Смотрим дальше. Лысых и черных гор образуют страшные тесные ущелья, вырывающие в раздольные плоскость, своего катят по сути струи. Другие, вытекая из лысых черных гор, извиваются по плоскости и испадают в реку Сунжу, образуя в ней общий бассейн. Сунжа впадает в терек, служащий границей Чечни. Границы этого племени остались ныне почти те же, коими оно владело до покорения Чечни русскими, с небольшими изменениями. Например, от нее отошла земля для 2 сунжинских казачьих полков. Карабулакское общество ушло в Турцию, и земли его еще никем не заселены. Назрановское общество, бывшее разбросанное по хуторам и малым аулам, для прекращения разбоев собрано вместе и расположено большими аулами вокруг Назрановского укрепления и прочее. Дальше смотрим. Название общества чеченского племени и их значение. Главенство над обществами чеченского племени всегда имели жители бывшего чеченского округа, как численностью и степенью развития общественной жизни, так и минувшее время храбростью и отвагою. Чеченцев называют более развитыми, более храбрыми и отважными. Очень странно, да? Ну да ладно. Чеченцы сами себе называют Нахчой, чтобы вы знали. Это первая половина 19 века об этом пишет. Кумыки зовут их Мичекиш. Тавлинцы, то есть сюли, называют их Буртель. Кабардинцы называют их Шашан. А русские называют чеченцами. То есть эта догма как была, и ничего не изменилось в этом. Почему же один и тот же народ соседями называется различными именами? Племя это, как увидим ниже, образовалось под снеговыми горами вблизи истоков реки Аргуна. Интересно, дебил, который прежде в начале нашего эфира писал, что сформировались в 1550 году, знал ли о том, что он идиот? Говорит чушь, когда здесь говорится, формирование произошло под снеговыми горами вблизи истоков реки Аргуна. Конечно нет, читать же нужно для этого. Откуда уже, нуждаясь в земле, стало расходиться по другим местам. Оно заняло горы бывшего округа Ичэберлай, впоследствии водворились в Ичкерии, в Аухе. Наконец, после ухода русских с плоскости Чечни за терек, занимают плоскости и тем заканчивают свое расселение. Как вообще все первобытные народы, чеченцы на плоскости, занимались преимущественно скотоводством,
как необходимым средством для своего существования. Скот их множился на привольной и девственной земле. Они в изобилии получали молоко, молоко, сыр и масло. В первобытность же свою, не быв ознакомлены еще с хлебопашеством, за неимением хлеба употребляли в пищу большое количество. Вот это легенда как раз. Большое количество сыра. Почему, хвалясь своим изобилием перед своими соотечественниками, обитавшими в скудных приаргунских горах и в многочисленной Ичкерии, называли себя по-чеченски Нахчой. Сыр по-чеченски называется Нахчи. Слово это во множественном числе Нахчий, и отсюда происходило народное название люди, изобилующие сыром. Эта легенда не является последней достоверно. Быть может, и то название это плоскостные чеченцам приписали в насмешку, называя их так, как ныне натеречных чеченцев насмешку называют калдаши-нах, то есть люди, едящие творог. Едящие творог. Дальше. Что название Нахчо чеченцы получили, Нахчи чеченцев Нахчой, то есть они дают им название. Кумыки называют чеченцев Мичикиш от слова Мичик Гиши. Мичик река в Большой Чечне. По соседству с Кумыками река Река эта некогда составляла границу этих двух народов. А Гиши значит по-кумыкски человек, что вместе составляет Мичигиши. Мичигиш, находившийся на берегу Аргуна, у подошвы Ханкальской горы. Аул этот был первым из основанных чеченцами на плоскости. Именем этого аула кабардинцы называли чеченцев, выговаривая это слово своим национальным выговором «шашан». Русские заимствовали для чеченцев название от кабардинцев, изменив неблагозвучный выговор «шашан» в «чечен». Из этого различая названия данных соседями чеченцам. Видно, это они были первоначально народом изначальным, слабым, потому что сильный народ всеми соседями именуется общим названием. Собственно, Нахчой называется общество бывшего чеченского округа. Прочие же общества лишь поверхностно назывались этим именем. Каждое себе особое название. Ауховцы назвали Акки. Название это получали от того, что, живя прежде в Аргунском округе, составляли акинские фамилии. Скудная почва, земли и так далее. Там заставляло переселиться. Принадлежало обществу, заставляя половину этой фамилии переселиться в Аух, где кумыки и с русскими переселенцами называли ауховцами. Сами же они себя, как и чеченцев, удерживали название первобытной фамилии выходцев. Ичкеринцы назвали Нахчмахой, название это наследственно перешло к ним от плоскостных чеченцев, вышедших из Ичкерии, и уже получившие название Нахчой. Страна кумыкская, Ичкерия значит земля внутри. Ичкерия есть слово кумыкское. Шатоевцы преимущественно называли обитателями северного слова Лысых гор до самой плоскости. Чеберлоевцами занимали южную часть бывшего Аргунского округа, Чеберлой и юг Ичкерии. Назрановцы, составляющие много больших фамилий, назывались прежде фамилиями именованиями. Галвай, Ингуш, Ангушт и так далее. Когда в конце прошлого столетия они основали аул Несер, Назрань, то стали принимать название Несерхуай, назрановцы. Между собой много
Так. Русские основали укрепление Назрановское, то имя Несерху делится на них официальными. Кроме этих общин, названия чеченцы имеют между собой многие подразделения, принимая для себя названия от местности, рек, горы и прочее. Чеченцы жили прежде в горах, только в начале прошлого столетия начали обратно спускаться на плоскости. В преданиях чечен говорится, что в плоскости Чечни господствовали разновременно нагайцы, русские, калмыки. Предания эти темы разбиваются. Как раз таки, исходя из этих документов, исходя из этих книг, многие моменты становятся ясными, конечно же. Даже в тот период, когда фиксировались и писалось, они фиксируются документы. Вот, допустим, самое интересное, откуда уже эта информация, которую я зачитал. Здесь это пишет сам Адольф Берже. Предлагаемая статья заключается в себе несколько отрывков из доставленной в редакцию сборника рукописей, который никто не видел и не может найти. Рукописи, составленной природным чеченцем У. Лаудаева. В предисловии к ней, между прочим, сказано: из чеченцев я первый пишу на русском языке о моей родине. И я здесь висан велерхо. Еще так мало известной. Автор получил воспитание в кадетском корпусе и ныне имеет чин ротмистера. После десятилетнего спокойствия в крае истребленные русские сады ныне разведены еще пышнее прежних. То есть получается, что опять же из отрывка взято, говорит, от царского офицера, который написал об этом. Так, я пока здесь что-то зачитывал, вы здесь прямо развели там. Ассаламу, хотелось бы услышать от историка Башлама, когда и какие годы образовались Тухум и Нахчи. Вечерний Рим. Отвечаю. Вообще первоначально было формирование тейпов, а формирование тухумов вообще как таковое началось только в 19 веке. Взяли эти названия тухумов. Использование тухумов было в основном, если я не ошибаюсь, использовались тухумы только в Дагестане. Русский этнограф использовал их. Почему? Потому что в Дагестане много разных национальностей территориально проживает, но там это целые нации. Проживающие на этой территории они называли тухумы. Оттуда взяли и перенесли такое же деление административное, территориальное, экономическое, социально-экономическое и военно-политическое деление перенесли и на Чечню, чтобы было понятно, да, что это название тухумы. Тухумы, входящие в тухумы тейпы, не являются друг другу обязательно кровно родственными и так далее. Там. И все это появилось только в 19 веке. В 19 веке. Формирование же тейпов началось намного раньше. Некоторые говорят 10, некоторые говорят с 7 века. Поэтому тухумная система была введена, взята русским этнографом иностранного происхождения. У него взял это Мамакаев, ввели в обиход, и вот так ввели в историографию они с 19 века. Кстати, название нохчмахкоевцы тоже появилось в 19 веке, чтобы было понятно. До этого их никто не называл нохчмахкоевцами. Но поскольку русские не любили ичкеринцев, у них была лютая ненависть, и Ичкеринское сражение царская Россия не любила. Почему? Потому что она проиграла. Ичкеринское сражение было выиграно. Чтобы убрать из обихода это название, историческую область нам убрать, которая существовала еще, грубо говоря, с 14 века, было заменено на
другое название, со второго половины 19 века, приблизительно так, поменяли на Нахчмаххоевское. Тухум название Тилинцу. Почему? Потому что все, кто проживает в Тайпе, в основном они все были с Ношхи, опять же с Галанчорского района. Они спустились, первые 9 семей, которые осели Искярк, Орштол и Речка, они первые спустились, осели на этих плодородных землях, когда не было там никого. Вот так и появилось название Тухум. Дай им сильно болезненный ответ. Вот так вот. И пришло сообщение. Смотрим. Пришло сообщение. Это, во-первых, задонатил Астемир. Аллах да сах дуэл, да духуа хуэль. И задонатил Бекхан. Дал сей дуэл, дал сах дуэл. Болдиснег эзашка сол долетел. 2 человека сегодня поддержали наш канал и работу нашего канала. Огромное, за что им огромное спасибо. Я бы хотел вам показать, вы знаете, да, скончался в 80-летнем возрасте представитель чеченского Нохчи народа Руслана Хасбулатова. Его последнее выступление, я его еще не загружал, но я думаю, многие вы видели его, чтобы вы его послушали. Потому что крепостная, зависимая Россия воевала со свободной демократической Чечней. В 20 веке наши войнавские, чеченские и ингушские народы подверглись страшным испытаниям. Были посажены в известные столыпинские вагоны в суровую зиму и угнаны куда-то на восток, куда они и сами не знали. Вот там я и взрослел. Вот там я и понял цену свободе и несвободе. Со старшими, кто еще остался жив, мы помним вот эти суровые времена. Но вы знаете, погибло 60% народа. Наши культурные ценности, памятники истории, даже в горах памятники были уничтожены. Народ сохранил свое единство, свою моральную этическую целостность. Ничто не смогло его уничтожить. Как Солженицын прекрасно говорит об этом в ГУЛАГе, помните, да? Отличие второго несчастья, которое произошло в начале 90-х годов, в конце 90-х годов, заключается в том, что народ уже не был един. Впервые за 2 или 3 тысячи лет существования войнавского народа в него были вброшены семена раздора. Одна часть народа стала воевать с другим. Элементы гражданской войны впервые за 1000 лет существования войнавского народа внедрились в народ. Они стали разрушать его. Народ подвергся значительной степени деградации. Преодолеть вот эти процессы, которые в течение 10-15 лет они развивались в обществе. Конечно, надо еще больше сплачивать единство народа с тем, чтобы вообще не то, что исчезло, чтобы не было и намека на то, что происходило. Кражи своих земляков, продажа их. Вот эти унизительные вещи, которые в войнах и сотни лет отвергали с презрением. Ведь и победа в Великой Кавказской войне, 25 лет шла эта война, одна, а вся, наверное, 100 еще больше. Почему она была так долго? Потому что крепостная, зависимая Россия воевала со свободной демократической Чечней. И вот эта внутренняя свобода была разрушена вот этими людьми, которые оказались у власти. И вот с этим наследием, его трудно и описать, вот приходилось и приходится бороться. Потому что крепость... Как видите, в основном все, что было сказано, все, что мы говорили еще, когда он был живой, уже 4 года мы говорим об этом. 4 года мы говорим, и каждый раз, когда меня спрашивают, что же нужно для нашего народа, что же нужно. Я вас сразу хочу, чтобы вы поняли, почему он говорит войнавские. Войнавские — это люди как раз-таки советского периода очень сильно употребляют это слово войнавского.
потому что в тот период, когда были депортированы, они в основе своей были чеченцы и ингуши. Вот они очень сильно использовали этот термин. Особенно те, кто вырос вместе в Казахстане и так далее. Вот, поэтому ничего, как говорится, плохого или человека, который... каждый человек, достигающий определенных высот в государственной или политической деятельности, имеет свое мнение, свое отношение. Возможно, есть версии, что ему или доку Завгаеву предлагали пост, чтобы они взяли на себя руководство Чечни и так далее. Чечни уже после, когда СССР развалился, когда начали уже каждый себе брать свободу столько, сколько хотите, как сказал это Пенчуган Ельцин, будь он трижды проклят за то, что он начал убийство, войну на территории Чечни, первую чеченскую войну. Поэтому в этот период, возможно, и отказался. Многие люди, занимающие очень высокие посты, относятся к региональным каким-то политическим постам, относятся как-то так, понижение, нежели чем федеральный. Человек был в СССР третьим человеком. Вот. Я опять же не оправдываю, но я хочу сказать, это его последнее выступление, это было здесь, на открытии не стадиона, но здесь на День единства, кажется, у нас в Чечне, буквально недавно, год тому назад. Оно-то более длинное, но вот эта вырезка есть. И после таких слов сразу видно, что человек переживал, что многие вещи, которые позавчера у меня в эфире говорили люди, что там он кабардинцам, не кабардинцам, нет. А со всем моим уважением к адыгам-кабардинцам, со всем моим уважением ко всем, ни один из Хасбулатовых не писал, что он происхождения княжеского, кабардинского, адыгского, черкесского, и что, мол, верните меня домой. А такие письма были, между прочим. И на эти письма отправляли в основном Сюлей, говорили, нас по ошибке приписали к чеченцам, мы на самом деле не являемся чеченцами. Эти письма опубликованы, многие письма опубликованы. Кого-то вернули, кого-то не вернули. Кто-то достойно, даже не являясь представителем нашего народа, остался в депортации и вернулся вместе со всем народом. За что им честь и слава, то, что смогли пронести с нами это тяжелое бремя. А с другой стороны, кто бы что ни говорил, по тому, что он сказал, мы сталкиваемся с очевидным фактом. Да, он упомянул кражу, похищение. В первую очередь он знал это не понаслышке. Я вам рассказывал, что бывший декан исторического факультета, ныне покойный Асламбек Имранович Хасбулатов, был тоже похищен. И они на себе это почувствовали. На самом деле, никогда не имеющие под собой основания, ни в адатах, ни в традициях, не поддерживающие вот эти пришлые элементы, были вброшены тем или в первую очередь не столько виноваты, люди начинают говорить, это же там спецслужбы, там всякие и так далее, масонский заговор и все остальное. Башлам, а как его отпустили, кто украл, известно. Тони Монтана, он рассказывал, он говорил, кто-то был из Ермоловки, он сказал. Кто, он не рассказал, но то, что его держали в яме определенные дни, он вот это рассказывал на парах прямо. Со мной учился парень, Султан его звали, он был как раз, мы это Ермоловка его не называем, но там по-другому, по-русски, если его русские называют, как бы Ермоловка его. Он оттуда был как раз, парень очень хороший, кстати, отличником был, Султан его звали. И обычно преподаватель знакомится со студентами, ты откуда и так далее. И вот он узнал, что он оттуда. И как-то в один день, а у него такой
не скажу, что это приступ агрессии был, но он был такой более, очень сильно агрессивный. То есть его пары там были прямо, он летал просто-напросто, дерзил всем и вся. И он говорит, вот ты, говорит, показывает на него. А этот парень вообще тихий, говорит, кажется, ты был среди тех, кто украл меня. И он потом уже начал рассказывать, что его в яме держали, там, что обувь снимали, кто, как, там, пофамильно, вот это детально он не рассказывал, кроме того, что его похитили. Он говорил, что такое сделать чеченцы не могут, что вот это там принесли такие-то, такие-то, короче, ну, я не хочу сейчас называть, там, с ближневосточных, что элементы это оттуда элементы, что это ничего не чеченское, вот так он как бы рассказывал. Я не знаю, фамилии он не называл, факт остается фактом, что он вот так это рассказал. Врать не буду, то, что знаю, слышал, я слышал, а что нет, то нет. В то время мы все были немножко иные, да и время было иное. Понятия были иные, неизвестно было, никто не интересовался глубоко ни политикой, ни будущим. Казалось, что вроде бы эти наши, а эти не наши. Кто же был на самом деле наш, неизвестно было просто-напросто в тот период. Каждый говорил на свою сторону. Эти говорили, что они правы, с той стороны, а они говорили, что эти... Да, конечно же, за деньги. Я уверен, что там за деньги и по связям. Связи и деньги только спасли его, походу. Я не могу сказать, я не знаю точно. Это будут знать только их прямые родственники, вот, или двоюродные братья. Ну вот, отпускали обычно живым по связям и за деньги. Я больше чем уверен, они, исходя из того, что являясь, что Руслан Хасбулатов был в России очень уважаемый, с расчетом на того, что у брата много денег, но вообще, честно скажу, Хасбулатов, всех, кого я знаю, где они проживают, в Толстом юрте, в Правобережном, везде, где бы они проживали, Хасбулатовы живут очень зажиточно, то есть неплохо живут. Тех, кого я знаю. Я не говорю, что они все друг другу родственники, но Хасбулатовы, все, кого я знаю по фамилии, они живут очень хорошо и богато. Вот. Я к чему это сейчас хотел, все поставил ролик, это тем людям, которые пренебрежительно, кто нехорошо отзывался о Руслане Имрановиче. И о Руслане Имрановиче, поэтому я пытаюсь показать вам, что же было и как он относился и любил свой народ. Вечерний Лим, ассалам алейкум, я же это прочитал. Хотелось бы услышать от историка Башлама, когда и какие годы образовались Тухум и Навчи. Я же это ответил на этот вопрос, Ибраим. Этот вопрос я прочитал, другого вопроса я не вижу. Я сказал, что Тухумы образовались в 19 веке. Реагировать нужно, пишет Зарета точнее, и опровергать нужно, иначе это воплотится в ненужное зло для будущих поколений. Что я сказал, тоже абсолютно полностью согласен. Я вопрос прочитал. В какие годы, точно годы назвать я не могу. Что я знаю, что первый обиход его вел Мамакаев, этнограф, вот эти тухумы. А взято это было с Дагестана. То есть впервые это было опробовано на Дагестане. То есть они начали их тухумами называть, а потом уже перешли там Ауховский тухум, Ичкеринский тухум, Чеберлоевский тухум, начали делить вот по примеру Дагестана. Вел в обиход этот какой-то русский ученый, этнограф, я знал даже его фамилию, сейчас не помню, записано где-то у меня есть, я его как бы опять же отправлю, ничего тут такого, на нице сидят, слушают, ждут. Что заскринить, пускай ждут. Калма айочел, хумши, кто бы он ни был. Шейхаттар дегхаттиз, не нужно плакать, как бабы себя вести. Главное, чтобы было все в рамках культурной дискуссии, Башлам. И что тот парень ответил ему? Он ничего не ответил, само собой он очень растерялся, он молодой парень был. Ну, мы студенты были, он сказал нет. Ну, тот просто уже на своей волне он рассказывал. То есть он рассказывал все, как было. Начиналось все с Буцефала и заканчивалось, как он там в Казахстане, все остальное. И потом уже шла лекция. Вот так все проходило.
Задавайте вопрос, если у вас есть. Понятно, да. И плюс ко всему еще из того, что сказал Руслан. Многие те старые, которые со мной еще с 18 года смотрят наши стримы. Пасрос не видишь, бах. Понятно, вижу, пасрос, я не понял. Вопрос ты хотел написать? Какой вопрос? Все вопросы, которые ты присылаешь, Ибрahim, я вижу твой красный вот этот логотип, и я сразу отвечаю. Заур, он за нами правда, а правда очень болезненна. Они этого не понимают. И кто-то. Ибрahim дал дуэл. Ауховский волк задонатил хоть что-то ларамца Ибрahim Ауха. Это не хоть что-то, Ибрahim. Каждая рупия, каждый нахарюй, она очень важна для поддержки нашего канала. Поэтому Аллах дал сауэл, дал духуахуэл. Так, и сразу же Саламбек, брат Саламбек задонатил. Саламбек дал сауэл. Будеснек эзашка соудолитейл хаузендер. Огромная благодарность брату Саламбеку тоже. Саламбеку, Ибрahimу. Вот. Огромная благодарность моим братьям за поддержку нашего канала. Как раз таки, очень радостно и очень мне понравилось то, что вот эту трагедию опубликовали многие наши ауховские братья. Я думал, что будет больше такого холодного отношения, но ауховцы напечатали, более или менее блогеры ауховские напечатали все о кончине Руслана Имрановича Хасбулатова. Харачо Руслан, если уехал Мадизер дала. Я Имран ва Руслан. Вот. И Харачо Руслан Юхьош, Хазне Санхайк Алдош, Айлам Долш, Чакуэлу, он прошел как истинный, достойный сын. А то, что касается какой-то политической карьеры, захотел он, не захотел он ниже, или мог ли он каким-то образом посодействовать больше там, для нашего народа. Те люди, кто сегодня, или те люди, кто не работает, не был в политической системе, не был в политике, всегда ему проще со стороны говорить, а вот если бы я был, и был бы я, вот больше бы сделал, я бы вот то сделал, то сделал. Нет, не сделали. Советский Союз – огромное государство с 300-миллионным населением. И нас там было с гулькин хвостик, грубо говоря, очень мало. И плюс ко всему, несмотря на то, что нас называли предателями народа, несмотря на то, что нас депортировали в холодные степи Казахстана или Сибири, отучившись, пробившись через все это, вернули в 1957 году, после этого по этой ступени подняться в тройку лидеров страны, это очень много стоит. Это очень многое стоит, понимаете? Поэтому нужно понимать, человек был деканом, если я не ошибаюсь, преподавал в лучших вузах и не только российских вузах. По его работам сколько ассистентов, не ассистентов учатся. Да, для нас это трагедия, но все уйдут. 80 лет – это не маленький срок. Поэтому Мухаммад Харачоевский решил, как всегда, присоединиться к нашему
марафону поддержки нашего канала Мухаммад Далса Адвал Буддиснак Эзерка Содортил. Да, он лекции в Лондоне читал, я знаю, в Токио у него были лекции, но не считая уже в арабских странах, многие страны ближнего зарубежья он выступал, учил, так что он достойный сын нашего народа. И самое главное его выступление, вы слышали, единство нашего народа. Самая большая трагедия – это дробление, когда начали воевать одни против других. Одни против других воевать – это очень болезненно для нас. Для маленького народа это большие потери. Поэтому всегда с первых дней я говорил только об одном. Митчана дала в Европе, в Японии, в Америке. Мы один народ. И нужно делать так, чтобы было благо для всего народа. Единство – это самый важный фактор для того, чтобы выжить в этом мире, в котором проживает там 7 или 8 миллиардов человек. Вот. Не знаю, насколько достоверно или недостоверно, но сегодня мне только что прислали ролик, опять же, очень нелицеприятный ролик по статистике. Чуть ли мы не являемся, там опять же говорится, что являемся по смертности Чечня на первом месте, по инсультам. То есть это не самое лучшее, понимаете? От Мухаммада 2 раза приходит одно и то же сообщение. Вот. Поэтому я знаю, что многие поставили уже фотографии. Да, почему я поднял этот вопрос? А теперь, касаясь Руслана Хасбулатова, я хочу вам прочитать текст. Тоже мне прислали. Я, конечно, нисколько не удивлен. Но я хочу, чтобы вы ознакомились. Выставлена фотография Руслана Хасбулатова и пишет, ныне покойный уже Бимбулат Богатырев о Руслане Хасбулатове. Руслан Хасбулатов был выдвинут на пост первого заместителя председателя Верховного Совета Российской Федерации депутатом Ибрагимом Костоевым и поддержан депутатом Ингушетии Бимбулатом Богатыревым. То есть других депутатов там, походу, его никто не поддержал. Дальше. Богатыревым. Борис Ельцин пошел на этот шаг, несмотря на отчаянную закулисную деятельность осетинской депутатской группы, которая не хотела избрания Руслана Хасбулатова на столь высокий пост, опасаясь, что он будет на стороне ингушей в их стремлении провозглашения Ингушскую республику в составе Российской Федерации на территории своей исторической родины, в том числе части этой родины ныне с 1944 года оккупирована Северная Осетия с позволением российских правителей. Они верили в это, верили мы. Почему бы и нет? Два родственных народа, одна история, одна религия высланы в Турцию и в Сибирь. Конечно, мы, ингушские депутаты, недооценили любовь Руслана Хасбулатова к ингушам. Он не собирался поддержать ингушей в их стремлении приобрести свою государственность. Наоборот, он всеми возможными путями противоставлял это. Как вам такое?
Вот оказывается, ну это сейчас как раз закинули пост, после, когда все писали о трагической дате, что умер Руслан Хасбулатов, скинули этот пост, он в Фейсбуке везде гуляет. Дорогие друзья, не забудьте ставить Такая лайки и вот. подписаться на канал, Даже кто на еще не смерти его. подписался. Баркал, Даже всем на спасибо. смерти этого человека эти люди делают вот такие вот заявления. А между прочим, когда он был жив, было иное. Что касается, был против, по этому вопросу я читал его или видел его интервью. Он не был против Республики Ингушетия. Он был против того, чтобы распалась ЧССР. Он был против этого. А вот эти уже начали говорить, что якобы он не хотел развала. Он хотел, чтобы были вместе. А эти восприняли это вот таким образом. Оказывается, если бы не там 2 человека из Ингушетии, Руслан Хасбулатов просто-напросто не стал бы председателем Верховного Совета. Вот так вот. Или заместителем председателя Верховного Совета. Вот так и живут люди. Я ли виноват в этом? Нет. Вы закидываете, я читаю, я опровергаю. Можно, конечно, делать претензии ко мне, можно оставлять. Или люди тупо молча будут молчать, типа мы не знаем этого. Или же люди будут это знать. По крайней мере, вы это знаете. Ибрахим, сколько человек в Ютубе? Мне запросы не приходили. Когда запрос приходит, я эфир принимаю. Всех, кто с Ютуба хотел бы там зайти, показывать себя, задать вопрос, что-то, вы можете перейти через VPN, перейти в Instagram, зайти, набрать там английскими буквами, как в Ютубе, bashlan.39, без лайф, bashlan39, такой красный логотип будет, как у нас в углу в левом. Нажимаете на него, прямой эфир, запрос отправляете, и я вас сразу принимаю, если у вас есть вопрос. Но обязательно правило нашего эфира такое. Не материться, первое, и второе, показывать свой фейс. Это самое главное, потому что заходят чудики там, которых не видно, и начинает что-то там бормотать, люди не понимают, кто этот человек и что он вообще хочет. Поэтому никого, чтобы кто-то отправил запрос, и я не принял его, по крайней мере, такого не было. Я принимаю всех, кто отправляет запрос. Отвечаю на все ваши вопросы. Если они, конечно же, не являются вне рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть незнание закона не освобождает этим. Материться нельзя, что ли, Башлан? Нет, нельзя. Материться нельзя. Мы взрослые люди, здесь взрослые люди, культурные, образованные, я надеюсь. Можно задавать спокойно вопросы касаемо истории, касаемо там, географии, даты, культура, что-либо вот такое. Поэтому никаких проблем с этим нет. На любую тематику я готов с вами говорить. Но только вот есть некоторые моменты, которые я не хотел бы говорить. У нас революция в Ютубе. Ты нас игноришь, брат. Валлахи, не игнорю. Все, что приходит, я на все отвечаю. Пришлет это Мотя или пришлет это Ибрагим, я с радостью сразу в первую. Я же сам прошу, говорю, Ибрахим, скидывай все вопросы, сразу пришли тебе.
отправляй мне, перенаправляй мне. Даже некоторые вопросы вы по 2 раза присылаете, я говорю, что это повторно. Я с ютубовскими братьями и сестрами, я очень вас люблю и ценю, и вы, стоит отдать должное. Вчера мы закончили эфир, начали в 11, закончили в 3-4 часу утра. И ютубовские подписчики, все без исключения почти что остались до конца в прямом эфире. Это очень многого стоит. Я понимаю, что люди устают, все остальное, но сидеть до конца в эфире и вот так держаться, за что вам огромная благодарность. Всех я очень уважаю, ценю. И я бы, наверное, сразу мог бы прямо в Ютубе проводить эфиры, но тогда выпадают у нас инстаграмные наши подписчики, и чтобы более молодое поколение в Инстаграме, чтобы они были задействованы. Можно и через Телеграм, конечно, но через Телеграм 10-20 человек заходили, и как-то эта платформа все равно многие люди не любят, особенно старшее поколение. Поэтому Инстаграм сейчас начал опять возрождаться, оживать, поэтому такая ситуация. Да, по сравнению, чем... Если кто-то заходит, там, Сюли или Галат, начинает что-то спрашивать, люди думают, что, опять движняк, и сразу набегают сразу. А так, как говорится, с радостью принимаю всех, каждый, только условие такое, не материться и вести себя в рамках культурного дозволенного, потому что есть определенные правила. Я амнистирован. Это зависит от тебя. Дальше. Ибраим, пришли ютубовские вопросы. Почему люди думают, что я не отвечаю на них? Некоторые вопросы я тихо, молча читаю. Может, поэтому надо зачитывать прямо. Буарз-Айл никогда на меня не обижается. Хотя его вопросы всегда читаю, но не всегда отвечаю. Все-таки, как истинный воин, ауховский волк, всегда понимает и не обижается ни на что. Я никого, тем более, сейг омах бол, вижри, асьядаться техтин, я тот тарбат, асодин мялу. Сейг долу штолдик дираду, сейг зьедол шхала, таппел адда айна юставира удалула. Ини ятуай, кьечар ху алилда ху абаха, ой, эцумадир духар доштац далула. Я знаю, я прекрасно понимаю некоторые подколы, вот эти... пытаются, которые меня задеть, особенно по определенным техническим вопросам пытаются меня задеть вечно эти подколы. Мне они не нужны. Вы бы хотя бы сами не позорились, вы сами ничего не делаете. И тем людям, которые как-то хотят помочь и поддержать, вы им мешаете. А эти люди со мной связываются, потом говорят, как же это некрасиво и так далее и тому подобное. Поэтому или делай сам что-то для того, чтобы изменить. Пожалуйста, я с радостью отдам вот это бремя. Ты можешь заниматься, грубо говоря, своей этой деятельностью бесплатно, без всех технических. Софико, валикум ассалам. Как говорится, с радостью отдам. Все вожжи, вы можете завести свой аккаунт, рассказывать, печатать книги. Все желательно за свой счет, то есть зарабатывать, вкладывать, проводить со всей аудиторией время, встречать с ними, отвечать. Какой бы ни был вопрос, у вас есть прекрасная возможность. И никто вас не будет осуждать, и никто в группах не будет говорить, вот ты такой-то или сякой-то. Все будет у вас по кайфу. Тогда я не стану вам мешать. Но Башлам, у тебя же иммунитет должен быть к таким вопросам и людям. Тони Монтано, иммунитет у меня есть, просто-напросто есть определенные границы. Люди улыбку
чеченцы, Великий Кавказ, живите долго. Спасибо большое, Софика. Всем нашим грузинским братьям, сестрам тоже огромный салам. Желаю вам всего только... Ассаламу алейкум, хундеш душу. Мушай башлам сужимч атхар. Зил Бухари, он подписан усо. И только интересно, номер-то откуда ты мой узнал, Зиль Бухари? Чеченские волки. Валейкум ассалам, Зиль Бухари. Ну, здесь... Задавай вопрос. Могш дин ду пока. Хайхаттарн хадает твой жвабта хаусар дуэ дауа. Я поражаюсь, конечно, как некоторые люди узнают мой номер. Я-то, конечно, не скрываю его, но в принципе порой не всегда успеваешь отвечать на все вопросы. Так что дайте только знать, где вы находитесь, имеется в виду, когда вы будете брать на себя всю ответственность, читать, публиковать, писать. Ой, бакшнах олшхаз насун ой чуха дар дүйчт хандас хадас адендас ой бакшнах олшхаз насун ой макцанах оқыр олар цар. Дальше. Зиль Бухари, дальше что? Цар цатам шен цеяқш билгал бохарш. Ингл самца олар цар. Ингл сырнах борму олар цар или му олар. Дица шдук дуай Зиль Бухари. Ажмаж гойбо. Но из-за это больше религиозная тема, Зиль Бухари. Хайнс эфир яуй асюк хатташ хамда этер. Эфир яуй. Ты сейчас меня в эфире видишь, Зиль Бухари? Я тебе отвечу на этот вопрос. Это немножко религиозное. Эфир я Аллах нагасан. Так, освободилась. Это когда присылают тебе да нет, вопрос неизвестная личность издательства. У вас чувак до цирк. Воситана дүйш хезмасу. Вопрос такой, что слышали старшие говорили, что определенное время придут ажмажгой баоли.
Еджудж, Маджудж, Олцунах, Ажмажгой, Олцунах. Но это немножко религиозная тема. У нас просто легенды, традиции, они, религия и политика, все смешалось в одно, мифы, легенды. Когда я спрашивал, честно сказать, да, исходя из этого, поскольку они купили в то время Тони Монтана, поставили нефтяные вышки, что рано или поздно придем, но срок этого проскочил, да и просто влияние тот период распространялось очень сильно, они распространяли эти слухи, что сфера влияния делится на Кавказе, и что мы попадем под сферу влияния англичан, ни больше, ни меньше. Ну и плюс ко всему Топа Чермоев был связан с этими нефтяными компаниями, которые в дальнейшем ушли. Люди до сих пор верят, люди многим вещам верят, которые говорят Ингас Пачал, Карурду, Дати, Цанкал, Цадах, Чувайваш, а еще Шмадацева. Ну, такие разговоры есть, но Англия сейчас уже не такая сверхдержава, чтобы идти под нее. Это раз. Во-вторых, ей бы как бы своих удержать, тех же шотландцев, тех же ирландцев и Уэльс, да, там у них, у самих там не самая спокойная ситуация. Ну да ладно, сейчас не будем о истории Англии или Великобритании, называть ее как хотите. Так вот, я хочу, чтобы Зильбухари, который задал вопрос, я слышал по этому вопросу, это немножко религиозная тема, Ажмаш Гуайбо, это вот считается, что это нападение будет определенное время, во времена там, некоторые говорят, что это времена до судного дня, это будет нападение. Опять же, считается, есть некоторые нюансы этого вопроса, что они придут со стороны Китая, вот именно монголоидная раса, что это будет, что все, что они попадаются, у них будет. Ну, опять же, чтобы было понятно, это всего лишь миф и легенда. Говорить конкретно по этому вопросу я разговаривал с многими. Многие говорят, что эти горы находятся где-то, где находится Тяньшань. Ныне, раньше он назывался пик коммунизма, назывался он еще, Тяньшанские горы. С Тибета говорят некоторые, что оттуда они закрыты, Зулькарнейн запечатал их в горах. Через определенное время, поскольку они вечно добывают все, наткнутся, и эти ворота откроют, и это всемирное зло распадется и будет распространяться. Есть вот такая версия поэтому. И они будут уничтожаться до тех пор. Ну, это опять же, я хочу, чтобы... Да, Гог-Магог его называют, по-библейски Гог-Магог. Ваеджудж-Маджудж Олцунах. Ну, вот такая версия про них. Опять же, это тот, кто занимается религиозными вопросами. Я не утверждаю, что это так. Но эту легенду слышали многие. И слышали Зильбухари по-разному. Кто-то Гог-Магог называет, кто-то Яджудж-Маджудж называет. Вот как ты говоришь, кто-то говорит, что с Индии или Китая, с этой области, они вот с Тибета, с этой области придут. Ажмаш Гуайбо Олцунах, то же самое. Это все валикум ассалам. Зильбухари, а сегодня Ахабах, это немножко, чтобы не повторяться. Ага. И кто-то Берсдуча, сейчас я отвечу, Берсдуча, ютубовский брат, кто-то задонатил. Берсдуча дал саадуэл, будисник, эзашка содуалитил. Огромная благодарность всем, кто донатит и поддерживает наш канал. Это вот с ютуба, то, что задонатили. Зильбухари, это Еджудж-Маджудж Олцунах, Гог-Магог Олцунах и Аэлл и Баош Тегадуиз. Это вот считается, это больше религиозная тема. Это во времена пророка Иса уже что они нападут, что все, что они будут сметать, и не будет никакой армии, которые смогут Делик, на горе Синай, кажется, там речь идет, но где-то
на Синайской горе или в этой области будет гора, на которую поднимется пророк Иса, алейхиссалам, что он сделает дуа, после того, как сделает дуа, это полчище этой армии, оно сотрет все, что есть живое на земле, везде, где они появятся, будет только страдание, убийство, и все уничтожится. И после этого он сделает дуа, попросит, прилетят огромные птицы, и у каждой птицы в руках будет камень из ада, говорили, я не помню, но бросят каждый по одному камню, и все это войско, вот это Яджудж, Маджудж, это Гог, Магог, Баал, Цунах, оно будет полностью все уничтожено. После определенного времени сподвижники Айсы, он попросит спуститься, но вся эта долина будет от зловония этих трупов, они будут небольшого, среднего роста. Некоторые ученые, алимы исламские, говорят, что они будут некое подобие, похожее на орков, ну, то есть с этого «Властелина колец». Но в основе своей другие ученые говорят, что поедающие все, то есть бицах есть, любой ям, вплоть до человеческой плаценты даже, говорят, что это будут китайцы хербу. Я не знаю, ну, предположительно говорят, что это от них будет идти. И после они спустятся, скажут, да, они все мертвы, но зловонь эти трупы невозможно спуститься, и люди не выживут. И опять Иса пайгамбар, алейхиссалам, сделает дуа, все эти трупы этого Гога, Магога, Яджудж, Маджудж, или называйте как хотите, я опять же, речь идет именно о них. Прилетят птицы и всех их сбросят в океан, где их полностью поедят, рыбу поглотят, и после этого будут еще в мире, золотой век будет, ну, золотой век имеется в виду, когда все процветает, там, не знаю, там то ли 40 лет, или 40 дней, или 40 месяцев, неизвестно. Вот это из этой религиозной истории проходит вот это название. Другого, никакого другого, я, честно сказать, легенд не слышал. Есть Ингелскар Урду, Алла Дарвай, есть вот этот миф, который есть. Но даже если это было когда-то, опять же, в прошлом возьмем, если это говорить в прошедшем, мюжгит электирован, телетовой, шоз мюжгит электовой цанит хашарат ламбиновой цанит мюжгиш. Опять же, монголш электирован, телета, монголш вай ешина, мюжгиш вай ешина, ешина бокуду. В конце концов, если мы проиграли, какая разница? Вначале мы их победили, потом проиграли. Разница. Мюжгиш ешинвай, монголш ешинвай, мадардич. Если мадар бахчам, хазарский каганахто ешинвай, Тимуру халагдиновой. Я уже не говорю тебе про остальные, проходящие мимо, воевавшие вечно с нами, то ли сарматы, то ли скифы, то ли гунны, кемерийцы. Сколько их было, неизвестно. Он са мишге мюльшбу Тони Монтана. Он ауша аушин садич соу шуауи. Эла вот амшинстаг Тони Монтана. Он шел шерхат мишге мюльшбу. Он сахата хажан вай историю на губах мишге мюльшбу хажан. Аушя сюгер цагалат дэлла ха и дицит гарчуаца. Со нохчу чуау. Со вайцаху. Махдан задонатил. Махдан, Аллах да савил, а я это не доната. Огромная благодарность брату Махдану за то, что задонатил, помог нашему каналу. Адуквахак Тони Монтана. Мюжги ол, верси ол, гаски ол, ой, бебац, Цершюкцар, Вайхму ол, Чеченш ол, Сацанш ол, Сасанш ол, Мичекизовш ол, Качкалыковш ол, Дзурдзукш ол, Кистинш ол, Чеченз ол, Шишани ол. Вот ишче вы цараха цаолар, он дицдела мяцон, вроде со эцо кэна малацару. Гаски ол, Мюжги ол, Верси ол, Галгаски ол, массу аур. Но между подразделением Каюмяцун, это, кажется, крепостные бумяцун,
Крепостное, да. Это еще называли крепостных, кажется. Со времен царской России до этим. Ладно, ну я рассказал, думаю, понятно в любом случае, о чем речь идет. Высказывание, кстати, высказывание Хасбулатова Руслана Имрановича, оно хорошо еще тем, что он сделал некий небольшой экскурс, но затронул самое важное, затронул самые важные исторические моменты насчет истории. Правда, почему-то все берут начало Кавказской войны с приходом имама Шамиля. Это очень ошибочное мнение. Все-таки начало фактически экспансии, завоевания Кавказа начинается с похода Петра Великого 1722 года. До этого, конечно же, вне всякого сомнения, были походы Ивана Грозного. Но походы Ивана Грозного заканчивались на Великой Черкесии. Она в то время так и называлась Черкесия, потому что дальше Черкесия не шли, она все они вот эту область считали до Каспийского моря, от Черного моря до Каспийского моря она считалась Черкесией. Фиксирована она как Черкесия. Сам же Иван Грозный и Астрахань, и Казань, они уже немножко по другую сторону Каспийского моря. Сюда не шли. Кстати, эта область, где мы проживали, она называлась по-разному. Я вам говорил, она называлась и Тму-Тараканью, она называлась за счет того, что здесь Шамхал Тарковский был, некоторые говорят. Но вообще это считается галерка, самый край государства, куда ссылали самых наказываемых. Другое же название этой же области, она называлась Тартария, и тартарами называли, потому что в честь татаров, которые, опять же, находились на плоскостной территории, доминировали. Золотая Орда, которая доминировала на этой плоскостной территории до Тамерлана. До них здесь был хазарский каганат, опять же, частью войск хазарского каганата считаются тюрки, тюркоязычные. Ну, кумыкам это немножко не нравится, они говорят, что кумыки, но факт остается фактом. То есть вот эта область, начиная вот с нижней от Черкесии и нижняя часть до Каспийского моря, поскольку она не была изучена, но вы должны понимать, что когда царская Россия столкнулась, она понятия не имела, хотя фиксация идет как Чеченский пролив, Чечен-остров, на котором сегодня до сих пор сохранился название маяк чеченский. И есть морские у нас термины на чеченском языке. И были чеченцы-выходцы. Есть достаточно материалов, вплоть до того, что чеченский Тухум, Тейп, Мелхи проживали, были хутора у Каспийского моря. То есть у нас был междуречье Терека и Сулака, был выход на Каспийское море. И там проживали ногчи. Конечно же, окончательно их оттуда выгнали и нападали калмыки, донские казаки при помощи, по указанию царской России. И дальше уже Ермолов сказал не принимать, и чтобы оттуда полностью были выбиты, сказали кумыкам не принимать, хотя кумыки все-таки некоторое небольшое количество оставили, но остальных всех загнали, так сегодня называющие, кого поуничтожали, кто-то ушел в Высокогорье, кто-то остался в Аухе, и ныне называющий Ауховский район. Башлам, вопрос, были казни с применением пыток у нашего народа? Я не слышал. Про казни и пытки уже идет со времен имама Шамиля. Инглиш, выходцы из Ингушетии, это часть Тейпа, переселившись с Дарьяла в 1850 лет назад на земли Европы и создали сегодняшнюю Англию. Мансур Уарс 87. Это, дастиш, фантастиш, Мансур. Ну, такое, конечно же, даже я не смог бы придумать, я не знаю, наверное. Но это меня не касается. Не знаю, это English или от кого они произошли, ну да ладно. А ничего, что English далеко до 18 века, до 17, до 19 века существовали, как сверхдержава. И Зельбухар задонатил, Зельбухар дал саадуэл, Болдиснег СЖК соудолетил. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Вот так трактуется это. А что касается, было ли нападение, фактически все
не забывайте, что Чечня, Центральный Кавказ, в том числе находится на пути на шелковом пути. Здесь проходили все, что шло с Китая, с Индии на Европу. Это было. И само собой, то, что мы сегодня, опять же, я именно к этому привязываю то, что найдены были в Шатойском районе, в Тункалинском районе, были найдены доспехи викингов, которые вот нашли. Я только с этим связываю, а не потому, что викинги там по Волге основали Русь, по Волге спустились на Каспийское море, как некоторые мне реально верят в это и рассказывают. Потом, говорит, по Тереку пошли вверх, потом перешли на Сунжу, потом перешли на Аргун реку и пошли в Шатойские горы. Это что за бредни, это что за сказки такие? Вы сами хотя бы поверите. Как можно вот в эту ерунду верить? Я понимаю, нисколько не отрицаю, что викинги были еще теми, дерзкими ребятами, со своими дракарами, ладьями, но это невозможно, физически это невозможно. Реки даже в то время не были настолько полноводными, как говорят, чтобы дракары могли идти против течения. Да к тому же, хорошо, Сунжа я могу еще понять, Сунжа еще оставим, окей. Терек еще оставим, там еще могут идти. Но Аргун очень быстрая река. И плюс ко всему, против течения, что они поднялись, потом встретились с нашими шатойскими и тунгалинскими зверями, они их там порубили, поубивали, и остались щиты, там, каски и так далее. Ну, эти щиты, мечи, топоры и шлемы остались. Ну, это что за бабуня, что за нордийские сказки? Конечно же нет. Я думаю, что просто-напросто в это время по шелковому пути могли продаваться, оружие провозиться на продажу или все что угодно другое. И таким образом вполне возможно за проход подарили или что-либо. Ну, уж что можно в любом случае, но не то, что викинги пришли на Кавказ в горы. Воевать там, чтобы, я не знаю, куда они хотели. Некоторые доказывают мне, говорят, что якобы они хотели золотое руно найти, которое там золото было в наших горных. Да, было золото в горных районах, небольшое, но опять же, это какой же труд нужно? Там были столько богатые разные племена, они могли их грабить и грабить, чтобы не идти к нам в Аргунское ущелье. Ну, вы же знаете, что это дикость. Мы сами смеемся с людей, которые говорят, что есть какие-то йети, есть динозавры 50 тысяч лет тейпу нашему, или там яйца динозавров есть у нас в горах. Мы сами смеемся с этого. Но, несмотря на эту чушь, мы начинаем рассказывать версию своей чуши. Нельзя такие вещи делать. Я не говорю, что там не было доспехов викингов и все остальное. Вполне возможно были. Но эти доспехи могли к нам попасть спокойно, проходя по шелковому пути. Почему нет? Или эти доспехи везли на продажу, или что угодно могло быть. А за проход... мы знаем, каждое общество за проход по горным ущельям должны были платить. Об этом есть подтверждение вплоть до 16 века, когда грузинский царь или царевич или князь спускался по Аргуну, с него взяли в городе Чечень большую плату за то, что он должен был пойти к кабардинцам, и с кабардинцами пошел на московского князя. Он там говорит, что в городе Чечень у него там попросили большую мзду и просит, чтобы каким-то образом повлияли. Мы знаем в дальнейшем, что город Чечень был разрушен. В то время он называется город. И никаких сюлей там не было, и никаких хаской там не было, потому что они еще сюда и не дошли. Этот рассказывают, Берже рассказывают вообще тоже. Говорит, плоскостная территория в то время была, когда спускались, была занята русскими. А когда заселились-то, когда вообще появились там русские? Об этом не говорится. Ранее до них там поселились, в первую очередь, были беки черкесские, которые имели огромные привилегии во времена Ивана Грозного. Мы знаем это. И по истории, опять же, мы не осуждаем, они использовали этот момент и, конечно, получили все блага. Мария Темрюковна получила в поддержку, любые кабардинские князья могли свое владение расширять, потому что на помощь к ним мог прийти московский князь.
То есть войско московского князя, будь то опричники, будь то стрельники, или как их в то время, сейчас уже не помню. И есть моменты, где они приходили, сжигали кабаки и расширяли кабардинские земли. И ничего в этом плохого нет, это история. Если и даже привлекали это делали, они использовали полностью все, что нужно было использовать. Опять же, тут не виноваты все адыги. Почему? Потому что то, что один князь выдал за московского царя, этого тоже дебила, тоже неправильно будет, этого больного маразматика, за царя выдали свою сестру, и в то время это считалось нормально. Династийные браки было вполне нормальным. Если вы думаете, что это фенечка только древних греков, не древних греков, а европейских царей, нет, поверьте. Когда были даже исламские государства, именно имеется в виду исламская, является османская, атаманская Турция, даже они начали заключать после династийные браки. То есть дочка царя выдавалась, потому что, чтобы не вести войну между Францией, Англией, между Испанией и другими государствами. Чтобы это было вполне нормально. И это не было ничего зазорного. Почему-то сегодня, как можно было свою дочь отдать, и пытаются упрекнуть адыгов за то, что Мария Темрюковна это не все адыги. Адыгов было в то время за 4 или 5 миллионов было. Это огромная территория, которая была заселена адыгским народом. И очень даже воинственным народом. Потому что через них прошло это все. И многие сегодня хотят ли, не хотят, но по сути, кто может с чеченцами рядом стать, имеется в виду, кто вел войны, это только адыги. На протяжении, имеется в виду, долгих лет, которые воевали. Нравится вам это или не нравится. Но и потеряли они больше всех тоже. Тот, кто знает. Просто я туда не захожу в их историю. Они сами знают. И были междоусобные у них были разборки. И были разборки и с турками у них были. И с крымскими татарами у них были. И войны, и бои. Это все есть. Тот, кто интересуется, может посмотреть. И этот народ достоин на самом деле. Но и не забывайте, вообще по статистике считается, что больше всего во всем мире, я повторяюсь обратно, больше всего во всем мире раскинуто по всему миру, раскинуто именно адыгов, черкесов. Кому бы как не нравилось. Да, они вплоть до плоскостной территории все были за адыгами. Чеченские земли, когда чеченцы были в горах, вплоть до стыка с кумыками, находились под адыгами. Северо-восточную часть, кумыкская плоскость ныне называемая, вообще-то это междуречье Терека и Сулака, там уже они перешли Сулак, когда это было при Султанмуте, попросили, сперва перешли по просьбе, потом наши дураки, как всегда, наивные приняли, но после этого эта вся плоскость, там не такое большое место, чтобы прямо говорить плоскость, кумыкская, это тоже на карте это кажется большое, но плотное заселение там не было. Они стыковались с непосредственно адыгские, черкесские, а после кабардинскими землями уже кумыкские. А с этой стороны были сверху уже юго-восточная. Там были уже по реке Гуайхэй, которые тоже перешли Сюли и начали осаждать эти места. Плодородные, вплоть до гор они дошли. Наши горы очень сильно отличаются от Сюли гор, потому что у них они скалистые, голые, а у нас они более богатые и лесные. А в лесу воевать наши умели. Ибраим говорит мне, зайди. Что-то я захожу. Ага. И Зураб. У нас сегодня второй брат из Ютуба задонатил. Зураб Алла да Саадуэл. Ютубовские братья начали подтягиваться и донатить, помогать нашему каналу. За что им огромное спасибо. Зураб да Саадуэл был диснек эзашка соудоле телевизионе. Вот такая ситуация. Но, в отличие от других, стоит отдать должное. Тяжело ли, я опять же повторяюсь, адыги, когда начали чеченцы свое освободительное
движения, начали спускаться с гор, начали спускаться с главных гор, это вверх через Ичкерийские леса, через Холхулау, через Аргун, с Нашкой начали освобождать свои плоскостные территории ночи. Больше всего добровольно, оставив землю, ушли адыги. Адыги, я хочу понять, чтобы вы понимали, адыги. Кто такие адыги? Адыги это черкесы, кабардинцы, их просто разные называют. Это по сути адыге. Как мы ногчи, они адыге. Так вот, адыге ушли больше всего. Они ушли вплоть до 1830-45 года, первая половина 19 века. Последние земли, которые были за ними, на правой стороне Терека, это были земли Малой Кабарды, которые Малгобек, Псидах, вот эта часть. Вот эти земли были за ними последние. Понимаете? Вот. Что-то я не понял. Кстати, карта у меня есть. Сейчас я вам покажу очень интересную карту, касающуюся адыгов. Вот. Давайте, что Башлан Дерез Хил, он за нашу историю. Дерез Масан Хил, вы еще много чего нового увидите, да, я вам обещаю. У нашей истории очень хорошая, очень интересная. Так, сейчас я вам постараюсь показать. Сегодня же я нашел ее. Ой, как же много. Вот. Вот карта. Карта, видите, феодального землевладения кабардинцев. Чтобы было понятно. К сожалению, сейчас, подождите, я постараюсь выключить комментарии, чтобы было видно. Видите земли? Вот эти земли, какой бег и кому принадлежали. Чтобы вы знали, Малая Кабарда, это вот прямо в углу, это граница с чеченцами. То есть на наших землях не было ни одного кабардинского князя. Единственная территория, которая занималась, это Малая Кабарда. Остальные, вот эта река Терек, вы видите, и все эти беки, вся эта земля, вплоть до горной части, по Тереку, опять же, была за кабардинцами. Теперь можно понять, почему Русику они так ненавистны. Потому что кабардинские князья, вот эти земли, чтобы я, к сожалению, не могу увеличить, но я ее обязательно тоже опубликую. Вот эти земли были за ними. Вот. Последние земли уже после, они числятся за беком черкасским. Эти земли, после того, как уже, честно сказать, и сил не было их удерживать у кабардинцев, территории были обширные, да, и многих покосила еще в то время чума. Вы знаете, да, болезни всякие. Из-за этого эти земли, они, бек черкасский, поселены там были чеченцы. Последние, кто выкупил земли, псидахи выкупили чеченцы. То есть они собрали, есть эта бумага, есть это зафиксированный факт, что все, кто проживает дюэл-кюрта, псидахи, собрали деньги, золото, все свои украшения, отдали беку черкасскому и выкупили свое селение. То есть земли, псидахские земли выкупили. Когда бек черкасский, остальную землю, всю фактически, вместе с этим же псидахом, все продали царской России. Царская Россия после этого разместила там терские казачьи различные, сделала станицы и поселила туда терских казаков в основе своей. Вот. Но, само собой, там, где есть чеченцы, там же есть родовые земли, которые есть у астхоевцев, у астхой нохчи шаберстане анбоцига. Но многих селений там не было, которые сегодня ни Очелков не было, ни Инарки не было, ни Сагапши не было. Этих селений не было там.
Там были адыгские селения, и в Седах тоже, которые еще заложили в то время адыги. Вот. Оставили земли. Уже последние князья, которые были, ушли при шейх Мансуре. Это конец 18 века. То есть последние уже имеется в виду, которые адыгский народ, сам адыгский народ, они поддержали освобождение земель, то есть чтобы князья, они поддержали своих князей, чтобы вести их сопротивление и держать эти земли. Поэтому чеченская плоскость потихоньку начала освобождаться. Более мирными они перешли от беков, хотя многие могут и не согласиться с этим. Вторые, которые жаловались и очень сильно недовольны были, которые получили чеченские земли, это были и сюли, и кумыки. Что касается сюли, они были выбиты в основном силой, потому что об этом есть, я вам зачитывал эти материалы, они были недовольны, чеченцы начали усиляться и начали не платить и прогонять их со своих земель. Они начали жаловаться российской администрации, а в то время уже российская администрация на Сунже, то есть терские казачества, сунжинское казачество, вот они уже были поселены. Они начали жаловаться им, что якобы, чтобы опять же им платили налоги, что они должны. А их нанимали в качестве середняка. Они были управленцами между царской администрацией и между простым народом. Вот для этого. У нас же своих нельзя было брать, вы же знаете, да? Войник дахвата ишмаяци, войн обязательно хавалинца эль эпсерхо вахауишу. Войчунт яхца хуяча, войник хвату ишяц. Ни в коем случае. Война хараму. Нохчи қомах воша халавел востек войн хараму. Сразу же и диквац сундер сюли мегару, умки мегару, любой там черси мегару, любой кам мегару, гюржи мегару, нохчица хельчан. Так вот они занимались. Но потом нохчи начали потихоньку их выбивать. От Чечена, старых атагов до Чечена, от Чечена до Бердикеля, с Бярткела они их начали выбивать, ушли на Петропавловку, Чуртохи, Ильиновка, Петропавловку. Оттуда уже перекинули их за хребет Терский, то есть Дойкур, Ойлгерчеводск ушел. Оттуда вниз их начали, уже ногчиш, никто им ничего не давал, их прогоняли, и считается, что они ушли вниз до Лахнойри, Эцмета. Ну, некоторые говорят, что это они основали Духобур, Церцани, Тяхетин, Церцани, Дабона, короче, ногчиш сильно ошадуй. Ну, опять же, этот вопрос, как говорится, кто записывал, бумага все терпит, боже, а я скинули. Последний, насколько я узнавал, в 2014 году, последний царах, царь Техинах убошвег, Вилла Эл Язиндарк. Техаривег царь Техинах, Виллак 2014 год. До этого они жили среди нас. Да, они просили, есть прошения, есть документы, где они просили, Гаспиш, Гдихарштеша, просим вас вернуть их обратно под наше волеизъявление и так далее. И тому подобное. Как они получали эту землю, так они хотели всю жизнь жить за счет ночи. Но ночи, это я, счастье, мобила. Я добавил школа уж мирно, я уж бой школа пяшкала. Так говорится. Я не знаю, почему многие это боятся вот так сказать, как есть. Потому что убрали середняков, начали уже общаться сами напрямую с царской администрацией, с царской властью. Тот же Топачерму. Кстати, между прочим, есть много документов, где говорится, что, допустим, тот же Шейх Мурза Окотский совместно с кабардинцами пошел уже договариваться насчет наших земель. Это еще в тот договор, о котором говорят, 1560 году, кажется, заключенный договор между Московской Русью и нашими Шейх Мурзой Окотским. Вот договор, который был, чтобы не строить здесь крепости, здесь не другую религию не проповедовали, не заселяли, не подселяли никого. То есть вот этот договор, чтобы могли спокойно вести торговлю по Тереку, по Сунже, дали разрешение вести торговлю там в Кизляре или где там, какие города были поблизости.
То есть у нас была известь, у нас была древесина, вот такие вот вещи, торговые взаимоотношения в основном в этом акте. Очень важный, кстати, акт для тех, кто пишет. Вот, а вначале это был такой договор, а потом уже, когда, как говорится, усилилась власть царской Московской Руси, они равноправные отношения начали уже убирать, и поскольку они уже укреплялись, становились мощной империей, земли должны были быть покоренные, добровольно вхожденные, разницы нету, но оно должно было называться, жить все должны были. И вот тут возникла проблема. Тут возникла проблема, начиная с Петра и заканчивая, да черт его знает, когда она закончится, или закончилась ли она вообще. Каждый раз одно и то же, на одни и те же грабли наступаем. Соглашения, много раз были заключены соглашения, разные соглашения были. Вот. Но или одна сторона, или другая сторона всегда нарушала. Нарушала. Бях мобилась, я как-то очень забыл про комментарии и, возможно, потерял много вопросов к себе. Задавайте вопросы, я как-то нехорошо я поступил. Выключил комментарии. Задавайте в Ютубе, в Инстаграм задавайте вопросы. Как-то я некрасиво. В любом случае. Но без малого, допустим, противоборство Бейбулата Таймиева длилось 32 года, кажется. Вот. Начало-то мы начали с Ермолова, с Петра Первого, потом уже Ермолов. Ну, Петр Первый, это тоже неправильно, чтобы сказать, Петр Первый, он направлял то калмыцких ханов, то калмыков, то нагайцев натравливал. Хотя против нагайцев, говорят, тоже был. Терских казаков, калмыцкого хана, донских казаков натравливал. Сами, как говорится, в принципе, зачем, если есть. Хотя я, честно сказать, удивлен. Очень удивлен, потому что, по сути, я не знал. Оказывается, калмыков вообще очень мало. Их в пределах 170 или 70 тысяч человек вообще. Все население. Их, оказывается, где-то в пределах этого количества. Я сейчас точно не помню полное, но их очень мало, калмыков. Вот тут я, конечно, немножко с этим удивлен. Но в тому времени это, наверное, было больше, потому что, не забывайте, калмыков тоже депортировали. 8 марта калмыков тоже депортировали. Ибрahim, я 2 раза спрашивал, это правда в Турции будут снимать фильм о Кавказской войне? Правда, будут снимать про имама Шамиля. Об этом говорится очень давно. Материалы предоставит Красный Горшок, говорят. Данной тоже говорят. И Петимат Тахнаева, говорят, тоже якобы имеет к этому отношение, что они будут говорить. Будет ли там что-то хорошее про нас, я очень сильно сомневаюсь. Ну, посмотрим. Ассаламу алейкум, башлам, брат. В Дагестане нам, чеченцам, близкие это лезгины. Ответ. Да. Из автохтонных народов, в первую очередь, это лезгины. Хотя многие задают вопрос и говорят, они же с нами не граничат. Нет, они когда-то граничили с нами. Именно они граничили. А вот остальные народы, в то время, когда они граничили с нами, мы граничились только с леками. Все, кто относится к лекам, леки, лезгины, это прямые потомки. Вот они автохтонные народы. Остальные, кто не относится к лекам, они уже пришлые, но они пришли, завоевали и осели на этих землях. Так что тут никаких вопросов быть не должно. Что касается Сюли или Цадахрой, или Газгунки, я, честно сказать, не знаю. Ну, Цадахрой, Сюли считаются, некоторые говорят, что они являются такими же леками.
это потом говорите. Вы знаете, да, название авары, аварцы появились от хана аварского, его авар звали. Оттуда аварцы и дали название. Вот. А они, конечно, путают немножко с аварами, но авары это монголоидная раса, это вообще другая тема. Вот. Аварцы, дорогие, но я же только что это сказал. Они, если они относились к лекам, то да. Они говорят, что они и были леками. Они говорят, что они были леками. Но я не могу сказать однозначно. Это нужно уже у лезгин спрашивать. Вот. Но считают, что да. Что касается дидойцев и андийцев, они шли отдельно. Но сейчас они теперь их присоединили. Они сейчас считаются, некоторые считают. Сами дидойцы, которые приходили в эфир, говорили, что это не так. Что они, но дидойцы идут, всегда они на всех картах, особенно на старых грузинских, они идут отдельно. То есть отдельно аварцы, есть отдельно дидойцы, как и андийцы отдельно. Вот. Горовить однозначно не буду, как бы, но считается младшими братьями, считается от Кавказа были они. Башлам халх, турцис, гохун, цадир, вейн. Во-первых, Зель-Бухари, не Турция, хункар махком, цунахнохчимата, если он не саладжула. Гохун, цадир, вейн. Во время Кавказской войны, в то время Илсхан Юртарахаджиса, да, Айли Туэл, ну, там политика. Они помогали, считали, что они помогают, якобы помогали нашим мухаджирам, но после того, что произошло там, огромное количество оказались и чеченцев там, поняли, что совсем другая версия там. Помогали, нет, сказать не могу. Были слухи, что в некоторых случаях, что помогали. Но так, в основе своей, они помогали больше черкесам, адыгам. Но и помощь Махалил Уэйн. Башлам, ты не слышал версию, что часть ауховцев или других чеченцев утратили свой язык в итоге союза военного с хазарами? Нет, ничего подобного я не слышал. Я в это не верю. Это маловероятно. Фактически я бы сказал, что нет. То, что мы участвовали в хазарском каганате, это совсем другая тема. В хазарском каганате было до 20 тысяч воинов от нашего народа. Вот. Это официально должно было Аланское царство выставлять за то, что во время военных действий. А военные действия были против арабов. И вот в этой части мы должны были быть. И что они утеряли, такого ничего подобного не слышал. Да и невозможно это на самом деле. Потому что языки знали наши, то есть они знали язык, что касается тюркского языка, он в то время был международным, его знали. Какой язык использовали хазары, до сих пор не знают. Не то, что хазары. Хазары-то более поздно. Не знают, какой язык использовался аланами. Конечно же, осетины пытаются сказать, что якобы Аланское царство говорили на ираноязычные были. Но это неправда. Есть ученые, которые доказывали и доказывают до сих пор, говорят, что они были все-таки войнахоязычными. Ну, войнахоязычными в советском время, говорят. Ну, нахчийским языком. В Зеленчукской могиле было что-то, надпись на нашем языке, именно Нахчиматаязи. Ну, поскольку мы сегодня отдельно, я должен говорить Нахчи, не Войнахи. Войнахи говорили в советское время. Уже давно нету Советского Союза, нету ЧССР. Теперь Нахчи, Алла. Все, каждому свое. Вот так вот. Задавайте вопросы, если есть. Друзья, я просто-напросто хочу, чтобы вы понимали, мы уже в эфире почти что
22:30 я зашел, 23:30 и 0:30. Уже 2 часа я в эфире, поэтому если есть вопросы, задавайте вопросы. Если что-то хотите, чтобы я дальше продолжал говорить, потому что каждая копейка на счету, не хотелось бы мне просто зря время терять. И шулмаха ой этонж пока гарч элбац цундера аш хадайтнак чунте ахиби удержаться дяштац. Шейхатта штала, если есть вопросы, задавайте вопросы. Если вы хотите там задать видео вопрос, отправьте. Там есть видеокамера с плюсиком, нажимаете, ждете, и вас я добавляю в эфир, можете, показывая свой фейс, задать вопрос. Если вы считаете, что я как-то вот здесь письменно не хотите там писать долго, просто отправляйте и все, эфир сохраните. И, конечно, эфир сохраняется. Но единственное, почему-то Инстаграм мне начал предъявлять претензии. Я, как вы знаете, показывал ролики в эфире. А он мне предъявляет использование авторские права и так далее и тому подобное. С этим нужно быть очень осторожно, поэтому даже я телевизор стал делать тише, потому что если включается какая-то реклама или что-то, они сразу отправляют мне бан на эфир и говорят, вы не имеете права, не рекламируйте у нас в Инстаграм, это запрещено и так далее. Расскажи про Суиба Эрсен, не знаю ничего про Суиба Эрсеноевского. Чего не знаю, того не знаю. Я, честно сказать, валикум ассалам, про любого человека, если он не выдающая личность в истории нашего народа, я, альхамдулилля, если это не выдающая личность, малоизвестная личность, я не знаю. Если вы не пришлете информацию, я не знаю. Допустим, был такой наяб, как Суайгир Гендергноевский. Многие о нем не знают. Я знаю. Это вот знаю, потому что по поступку, который он сделал с имамом Шамилем. Знаю Хамзата Нашхоевского. Нашхоевский его называют, Хамзата Гехинским его называют. Он был наибом Материчного района. Многие про него не знают. Хамзата я знаю. Масла Бахасан. Но всех знать я не могу, вы должны понимать. Если у вас есть информация, вот про него информацию вы отправьте, я обязательно прочитаю, проверю достоверность и уже дальше буду говорить. Если вы соврете и пришлете, это не столько мне грех будет, сколько вам, потому что я это распространю на тысячи и тысячи людей. Вам за это будет кирдык перед Всевышним Аллахом. Башлам. Россия через VPN, TikTok, чур, прямой трансляция, эфиргой. Я не знаю, я TikTok вообще не пользуюсь, но мне сказали, что там можно очень быстро набрать подписчиков, что там очень выгодно включить монетизацию, можно заработать для продвижения своего канала. Я зашел туда. Вот я тебе расскажу свое общение с ТикТоком. Я зашел туда, и после этого, некоторые мои друзья знают, что мой IP-адрес где зарегистрирован. После этого начались такие сильные атаки. Мне в день приходило по 10-15 уведомлений, звонков. Проходили и говорили, что вас хотят взломать, вас хотят, просят запрос, чтобы я подтвердил. Хотели войти в мой аккаунт. Это однозначно не нарнийцы, потому что сразу было видно, что говорили, что то с Пекина, то с Гуанчжоу, то с китайские были IP-адреса, которые хотели зайти. Поэтому после этого не прекращалось это, что бы я ни делал, как бы я ни зачищал. Я просто-напросто сразу же, они один раз так взломали мне, когда у меня был Android, после этого я перестал вообще пользоваться андроидами. А на айфоне у меня никогда не было такого. Пошли эти взломы, я полностью очистил, удалил TikTok, и после этого перестали ко мне приходить.
Мое знакомство с ТикТоком после этого полностью перестало. Я поэтому, когда мне присылают ролики уже открытые, скачанные, я смотрю. Если мне присылают даже ролик в ТикТоке, я не открываю и говорю, у меня нету ТикТока, не присылайте мне. Если вы хотите, чтобы я что-то увидел, скачайте. Я вот сейчас нечаянно вот показал в эфире ролик Хасбулатова Руслана. Да, и теперь я уже думаю, в конце там вот это тинг-тинг, прозвучала мелодия и показали рекламу. Я не знаю, теперь за счет этого могут заблокировать мой ролик в Инстаграм. В Ютубе он сохранится, но в Инстаграм за любую провинность, за любую рекламу я не могу показать ни кофе, ни лимонад. Что-либо если я что-либо российское покажу, внутреннее, имеется в виду рекламу во время эфира, идет бан. Но запрещено. И они предупреждения каждый день, по 10 раз. Каждый пост они мне присылают. Не рекламируйте, не рекламируйте. Предупреждение идет. Поэтому не VPN, через VPN я использую Instagram, Facebook, Twitter. Все. Без него я использую Telegram, ВК, YouTube. YouTube, конечно, желательно всем моим подписчикам с YouTube, я вас прошу, когда заходите, постарайтесь зайти через VPN. Есть такая программа. Если вы зайдете через VPN, идет монетизация. От этого была бы хоть небольшая, но поддержка нашему каналу. То есть получается, что вы смотрите наш канал откуда-то с Европы. То есть если вы живете в Европе, вам не надо этого делать. Но если вы из России, Казахстана, откуда-то делаете, желательно это делать через VPN. Если вы это не делаете, автоматически отключается монетизация и поддержка, которую хоть как-то можно было сделать, она пропадает. Что касается Instagram, я использую VPN. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, я скачал один VPN. У меня один платный VPN, но он очень много жрет, сволочь. И второй бесплатный. Вот я использую в основном, когда есть деньги платные, когда нету денег бесплатные. И оба у меня работают идеально. Никогда ничего не просили. Ну, то есть, кроме того, что есть. Башлам. Мазла цейл шедерж соудахкин лел цаэдал бело вицок. Цун ожил мухил ю точно хук что. До. Цун ожил муюй цун ше тейпа нах. Дауштеса винақи. Ишт хадуичдуқи хуш болчар. Дауштеса вина ишейчар. Дуқч иршер орш дуцунт. Я мялбал дудат сунца. Ну, такой вот есть. Через VPN прямой эфир цакарю тикток чуа. Так, дзурдзук киснохчи башлам были ингушские найбы и мамати? Нет, не было. Если реально, послушайте, если вы говорите, нет, не было, я вам говорю, почему. Если вы имеете в виду уарстхуай, а некоторые говорят, что уарстхуай это ингуши, то есть сами уарстхуай, тогда можно сказать, что были. Но если он уарстхуай, как Карабулак отдельно идет, то не было. Ингушей не было. Если реально чеченцы... Говорят, какой-то мулла там был, но наибов я не слышал. Если реально чеченцы-ингуши захотят взять вот и объединиться, будущее поколение, вот как ты смотришь на это? Я смотрю крайне негативно и неправильно. Не надо. Пригородня, Верлин, и да. Пригородня. Цаха суне дами чуяна. Свободный волк, ты сейчас говоришь то, что ты думаешь, не надо. Да, Зельбухари Хасбулатов умер 2 дня тому назад. Ты говоришь неправильно, я говорю против. Почему? Потому что после объединения 1934 года мы потеряли большой кусок нашей земли. Поэтому я говорю, что не нужно. Они сами этого не хотят. Руслан Хасбулатов никогда не радовался убийству чеченского народа, своего народа. И поэтому не надо говорить того, что вы не знаете. Опять же, то, что он был каким-то политическим деятелем, занимался, ну что поделаешь. У нас было очень много политических деятелей, которые жили в России, когда началась война. Одобряли ли это? Нет. Махмуд Асимбаев
мировая личность, мировой известностью, абсолютно не радовался и выражал свое недовольство и негатив каждый раз с презрением рассказывал о Чеченской войне. И много таких людей было. Поэтому, опять же, ты говоришь, что он поддержал. Ты не знаешь этого. Ты не знаешь этого, свободный волк. Потому что есть то же самое, Дудаев сам предложил и Докки Завгаеву, и Хазбулатову Руслану стать до того, как он просил стать главой Чеченской Республики. Как ты думаешь, Джохар Дудаев бы так поступил, грубо говоря? Сделал бы он так? Нет, не сделал. Ни Руслан Хазбулатов, ни других. Я вас прошу, не пытайтесь обвинить и стравливать наш народ друг против друга. Не надо этого делать. Шейделдаш, вайнохчик амжимбе дайцер, оуши барт бош. Ца уештол, нахан хазхиетарса дош, оуши иттарса яш, хазмерс, цанохчихил, диеба диебш, даха деш, диеша деш, нохчих ам халитиш, делдаш маайтай хумш. Майрбек диквари, Асланбек диквари, Шарипов. Цац ечер аур, ожк ечер аур. Тап Чермоев дику, я Байсан Гурбиноевский дику. Харву. Вот и маду и болштег, русланцы, шугалек. Самая большая трагедия нашего народа, это когда мы делимся. Точно так же делили и по политическим взглядам, или по религиозным взглядам. Примерно бахасан. Чтобы было у вас это стравливание, это принципиально, специальное стравливание, чтобы наш народ все время убивал друг друга. Чтобы нас потом начинали, стравливали людей, убивали. Стравливали людей. Стравливали. А умирает и те, и другие умирают, ногчи народ. Шейдесар мади харкам халлак, мади и питник амирш, мади чейн сахуак. Не занимайтесь этим. Дал халхаму хитрать штушу. Вы же знаете, есть достоверный хадис. Если будут драться два мусульманина, какой из них попадет в ад, и тот, и другой хадис, достоверный маду, и согалцевали. По крайней мере, никто не говорит, что это недостоверно. Хара ла илах иллаллах Мухаммад Расуллах болшу. Хара ла илах иллаллах Мухаммад Расуллах болшу. Хара нохчу, хара лохчу, хара ломар хавялу. Хара цигах сетца вож шибах шахал уавясир. Ашхуду дуйштег, хунд халак яшту аш нохчи хам. Хунд халак яшту аш вай истории. Хунд бяхт яшту аш вай ци. Шаш уалеши. Мадайтиш вай халак. Ашо дүниянда мялвэг бале хатлоти, мялвэг вüts аш хар бяхки, вуй хар бя вац, вай вяшду бяхки. Вай нюка бырца хуличдул, вай ду бяхки. Ция вуй аж, вуй гомш, вуй шиквак боц, вуй вех, вуй вут, вуй аж, вуй мок, вуй бош. Ицен вац, хар ишду вож вышду бош, ашту. Мадайши, са чол диехар даршуй. Сундик ёйшуна. Новейшую историю я прекрасно знаю. В многих деталях. Но я туда не влазю, потому что это боль и скорбь. И с этой стороны, и с этой стороны. Дихас я беш нохчиба. Дал гешту ацан массарна. Вай камду и халлак кульштег. Вайду и дойштег. Нас убивают. Если стравливают, нас мы стравливаем. Я противник воин. Сун цаля нохчи вети цаля сун. Вай бертадош, вай цахалит ля сун. Вай моста милу хаита ля сун, милу ац хаита ля сун. Гоши киетит ля сун. Ну вай киеч дац, вай любой питант яхуч духой. Вайн сюлемег, вайн любой указмег, вай тяхуэтен. Хаба албой, я же об этом рассказываю. Любого феодала приведи, посади. Он должен быть посредником между тобой и другим каким-то московским князем. Или пускай будет это английский принц, пускай это будет османский турок, турецкий султан. Обязательно должны были быть посредники. И это идет, между прочим, не сейчас, это 1000 лет как идет. С тех пор, как
появились геополитические интересы на Кавказе, обязательно между чеченцами и кем-то другим должен быть посредник. А почему? Потому что между собой ногчи не могут договориться. Ahuduyut som Melchivu, ahuduyut som Oarsthovu, ahuduyut so Cheberlovu, ahuduyut so Shutovu, so Чинхову, Чантеву, Эршбатову, Эрснову, Гунову, Хил шуду, шу ногчи қам дайшум. Шу ногчи қамду духар, қам бусуб хыларду, юл ногчи қам хыларду. Шей асил цадаха по отдельности раздробленно қигшан ей уайох кривой. Спапитанте свой ошилоти тарду, цаах ей маей не атак биснаш добита атхиду. А вообще, с точки зрения, вот мы утрированно это говорим, гипотетические вещи говорим. Поэтому стройте, возрождайтесь, учитесь, дебадеб, дахадах, шеймох, таби, хазби, бахт Бож. Ой, бахт хули Аллах дала, ой, нрицка лурду, Аллах дала, ой, мохка, шабик цабиарзурбу, ой, халахиллу мохка цабиарзурбу, мохта диан лурбу, шадик хирду, но бахт сахарчи хирдать. Тхайник дуй, тхатайб дуй, шуник жимдуй, сун массу тайп наштиз иш нохчи хелчаны. Эбяхкин баат, эбяхкин чаршаймет ты хочешь. Но это понимание должно быть у каждого из нас. Ибрагим, задай вопрос, кого называют нарнийцами? Нарнийцами называют людей, которые врут, обманывают, рассказывают сказки, небылицы, несуществующие истории, никогда которые не были, несуществующие государства, несуществующие карты и так далее. Вот они называются нарнийцами. Нарния – это сказочное государство. Это есть такая сказка, мультфильм, фильм называется, точнее не мультфильм. Он заходил через шифонерную дверь, открывал, и там они уходили в какое-то пространство, где разговаривали звери, летали, гоблины были. Поэтому этот термин в обиход вел лично я. И назвал, чтобы не оскорбить ни тайпы, ни тухумы, ни народы, чтобы не оскорблять даже фамилии. Я лжецов, подлецов и врунов, которые оскорбляют и очерняют историю ногчи народа, назвал их нарнийцами. Потому что они занимаются фитной, они занимаются клеветой, они занимаются оскорблением ногчи народа, который является автохтонным и древним народом. У кого есть сомнения, пускай придет, показывая свое табло, сядет, имея мужество, не материться, сядет с глазу на глаз, докажет мне, что мы не автохтонный и древний народ. И потом посмотрим, как я поставлю его в позу бегущего египтянина и отправлю куда подальше, если он сможет. Мне не нужно для этого книги. Я книги беру, зачитываю их только почему? Потому что вы хотите, вот обязательно он от себятина говорит, он не знает. Когда я просто своими словами говорю, это доходит до людей намного проще, это интереснее. Когда я зачитываю, я же вижу количество людей. Люди начинают сразу разбегаются по разным сторонам, им неинтересно зачитывание фактов каких-то. Да, мы можем соглашаться с ними, да, не соглашаться. Разве я говорю, Бирже идеальный там специалист? Нет. Он больше всех написал. Но опять же, он говорит, я использую сказки и басни Лаудаева. Ну, грубо говоря. Просто он даже указывает, что он был царский офицер-ротмистр. Все. Там не сказано этнограф, там не сказано историк. Сюли поднимает первый чеченский этнограф, первый чеченский историк. Да не был он ни этнографом, ни историком. Он не был специалистом. Услышал звон, не знаю где, он собрал на русском языке, накидал и раздал. А мы прекрасно знаем, что Чиршолшнах до сих пор, на сегодняшний день, не являясь специалистами ни в этнографии, ни в истории, мы оскорбляем ауховцев, ауховцы оскорбляют нас, мы оскорбляем кистинцев, наших ногчей с Панкиси, они оскорбляют нас, мы оскорбляем иорданских чеченцев, они оскорбляют нас, мы оскорбляем европейских чеченцев, они в ответ оскорбляют нас. И вот это вот, не зная друг друга, не зная, что у нас один корень, что у нас одна история, мы занимаемся вот этой беллетристикой, занимаемся этой тягомотиной,
оскорбляют друг друга. Исконный, старый чеченский Нохчи Тейпы, Нохчи народ друг друга грызет просто из-за неприязни, политической неприязни, или за то, что была какая-то кровная месть, или где-то дорогу перешел не так, или жену не отдал, или украл, что-то случилось, и мы про целый Тейп начинаем. Да, он такой-то, такой-то. А вот такие Лаудаевы записывают это. И отправляют в Санкт-Петербург, в Москву и говорят, а вот они сами говорят, что они нечистые, они говорят, что там терские казаки, они говорят, что они сюли, они говорят, что они новые. И балаболы нарнийские именно на этом акцентируют. Говорят, у вас же есть видео, у вас же говорят ваши. Я хочу сказать этим нарнийским утыркам, мы со своими внутренними нарнийцами, балаболами сами разберемся. Не ваше собачье дело. Вы нам не брат, не сват, не кум. Вы разбираетесь в своем грязном белье, а мы сами разберемся в своем. Нужно накажем, нужно перевоспитаем. Но вашего собачьего дела нету туда влазить. Кто бы это ни занимался. 20 лет на шее чеченского народа, пока здесь шла война, контртеррористическая операция, называйте как ее хотите. Пока мы строили, возрождались, пока мы пытались очиститься от всех этих ярлыков, которые и с вашей помощью навешали на нас, вы писали свои писульки сколько хотите. А сегодня чеченцы начали больше уделять внимание книгам, начали учиться, начали проверять, смотреть. И они увидели, опа, вы здесь про нас неправду сказали, вот здесь вы оскорбили Байсангура Биноевского, шейх Мансура оскорбили, Зелимхана Харачевского оскорбили, этого оскорбили. Начали вам говорить, занимайтесь своими делами. Ваших внутренних врагов пишите про них. Мы со своими сами разберемся. И напишем. Я не говорю, что мы богоизбранный народ, но и тыкать всяким утыркам, указывать якобы, какие мы, нам не нужно. Мы не занимаемся вашей историей. Хотите о взаимоотношениях поговорить? Давайте поговорим о взаимоотношениях. Но лезть, для меня позорно оскорблять соседние народы. Я этого делать не буду. У меня есть мужество и достоинство. Среди любого народа есть хорошие и есть плохие. Но везде есть определенная грань, которую не нужно нарушать. Не нравится? Придите, обоснуйте, расскажите. Вот здесь ты был неправ. В конце каждого 3-часового, 4-часового своего эфира, стрима я всегда именем Всевышнего Аллаха прошу вас прощения. Виновный, невиновный, я всегда прошу прощения, если я каким-то образом обидел или оскорбил вас. Потому что я не оскорбляю никого лично, и тем более народы, тейпы, тухумы, шахары, как угодно называйте. Я этим не занимаюсь. Я вам рассказываю, трактую историю, какая она есть, на мой взгляд, где я читал, где я это увидел, услышал, и пытаюсь вам это показать. Но я не пытаюсь травлять. Вы говорите, ну вы посмотрите, мне 1000 людей присылают ваши писульки и говорит, Башлам, каким нужно быть ублюдком, чтобы говорить, что в середине 16 века сформировался Нохчи народ. Те больше яцо, калма яцо, хохуй хандинюца, вирах хадел вирдол. Никогда в жизни дош алиарюш больше етихума яцо. Хок отралини олдер, хонахал слял, хок отралини олдер, ихум шуис Нохчи хомахлят. Wallah яцо, хок больше лёлше яцо, еберше яцо, те яцо, Назарбаев, никкаина, чухейна, язяшу. И милла ела бахас. Хрена комах ела. Надо стоп включить, что-то я... Прошу прощения. Насчет норвийцев. Почему тогда это я ответил? Кто поддержал, не знаю. Эсимбаев как раз высказался негативно еще, когда началась война. Руслан тогда нет. Руслан только... Давайте, я еще раз говорю. Я знаю за Руслана многие вещи. Знаю, что хорошо, что плохо. Честно вам скажу. Так, дальше. Дзурзуки Кисты. Хазбулатов умер в день смерти своей дочери. Мухаммад Эсимбаев до последнего поддерживал наш народ. Вот почему он развалил экономику тех, кто не надо.
Симбаев так-то. Дезаган был так дальше. Дал борца был. Пал фаумабиц. Так. Простите, я многие вопросы сейчас пропущу. Я много говорил, поэтому, если у вас есть вопросы, я сразу вверх отправил. Просто слишком много. И кто-то задонатил. Асламбек, брат Асламбек, дал Сейдуэл. Огромная благодарность моим братьям, кто поддерживает наш канал. Благодаря вам мы существуем. Огромная благодарность всем вам, уважаемые мои братья и сестры. Всем, кто поддерживает наш канал. Сколько бы ни было, что бы ни было, это для нас, для меня очень важно. Я только что провел 20-минутный диалог. Вы не можете, свободный волк и совар им, вы не можете просто-напросто, цан секундан, от Айша нах кардма байш дейлдашвай. Оши шаширвист халяй, зайдите в директ, не заставляйте меня, вас обоих выводить из эфира. Зайдите в директ, выясните отношения, и там уже, когда закончите, заходите ко мне, хорошо? Еще раз, я прошу никого не оскорблять. Шашин кастудуй, зайдите в директ. И там поговорите между собой. Мы говорим о нужных и важных вещах. И здесь нету места для ссор между собой. Многие вы друг друга даже мы не знаем. Но и пытаемся оскорбить. И Казбек, брат Казбек задонатил. Казбек, Аллах дал саадуэл, дал духу ахуэл. Огромная благодарность брату Казбеку, который поддержал наш канал, задонатил. Огромная благодарность. Дал дух да дольшу. Болдиснек эзешка судолетил. Что-то у меня спина уже страшно просто-напросто. Уважаемые друзья, подписчики из Ютуба, из Инстаграм, я вас прошу, поймите меня, если вдруг я что-то говорю, и вы считаете, что я не прав, пишите об этом. Я вас прошу очень, пишите. Я никого не блокирую. Главное, если человек не матерится, если я что-то говорю неправильно, если вы считаете, что я ошибаюсь, я вас прошу, просто дайте знать и скажите, вот здесь ты не прав, Башлан. Это очень важно для нашего, я это для себя говорю. Потому что Мухаммад задонатил, Мухаммад Нажаевич, Мухаммад дал Сейдуэл, дал Дукуахуэл, Болдиснек Эзершка Судолетил. Честно, твой любимый подписчик Инстидия? Нет. Если ты из девушек говоришь, нет. Если из парней, тоже нет. Если ты говоришь о любимых подписчиках, мои любимые подписчики, братьев называть я не буду, но из сестер есть одна сестра, которая очень хорошо ко мне относится и всегда поддерживает меня, поэтому ее имя называть я не буду, но это не ты. Чтобы не сглазить, мало ли потом еще. Но ногчи юкай. Дальше. Раньше, Амин, я тебя считал, очень тебя, как говорится, относился к каждому твоему слову весомо. То есть ты была раньше воином, ты говорила по делу, конструктивно говорила. Но сейчас, к сожалению, или у тебя пошел регресс, или ты каким-то образом изменилась, не знаю. Обычно Маршо такое делал.
Это ненужная ирония, ненужный сарказм, ненужные подколы, оскорбления, ну, закрытые, завуалированные. Немножко понты. Вот это не украшает тебя. Раньше ты была намного сильнее, авторитетнее ты была. Сейчас, не знаю, что-то поменялось в тебе. Что, я не знаю. Башлам, султаник, маршал, делери, дэгцадене, бяхцабюл, тебе, мил султаник баха. Дагда это сон. Мил султан уйцера. Султаник, маршал, делери. Султан, мил не густиша. Сунгирит ящит султан. Я даже скажу, знаешь, Амин, когда это началось, скажу. Это началось, наверное, тогда, когда мы с тобой шутили вместе, и когда ты начала говорить, что вот на самом деле, ну, короче, ты показала себя не как профессионал, а показала себя немножко, как будто тебе 16-17 лет. Раньше за тобой я такой не наблюдал. Или тебе кто-то сказал, что я тебя каким-то образом обидел, хотя я этого никогда не делал. И за твоей спиной никогда ни слова плохого не говорил и не буду говорить. Но ты поменялась. Я не знаю, что с тобой, может быть, нашла там, не знаю, может, замуж собираешься. Не знаю, что там может быть, я не знаю. Но ты сама посуди. Я, в принципе, не поменялся. Я никого никогда не оскорблял и не буду оскорблять. Но сказать правду, я всегда говорю правду. За это меня, честно сказать, очень многие не любят. Мои самые близкие друзья, когда-то, по крайней мере, был очень близкий мне друг, мой брат из тейпа Эльстаншхо. Садо его звали. Звали, а сейчас зовут его, он до сих пор живой. Он мне сказал, у нас вечно он с ним была, мы очень много, часами просто-напросто, часами. Или что-то читали, особенно в основном философия была, политика и философия, и мы всегда, и психология. И мы всегда с ним спорили. И я ему когда говорил, вот так, но это же правда, но вот тут-то, так-то, так-то ситуация, ты же должен понимать. Он говорил, я говорю, что вот правду нужно говорить. Если человек не будет правду знать, завуалированно, вокруг да около, это неправильно, это не пройдет. В дальнейшем будет только хуже. И он мне говорит, в лицо смотрит и говорит, ты понимаешь, Башлам, никому не нравится твоя правда. Никто не хочет в лицо слышать правду. Другой мир, другие люди, другие нравы. И каждый раз, когда я говорю, ну это же правда, нужно говорить правду, не прав ты, вот здесь ты косяк допустил, скажи, вот здесь ты допустил оплошность. Или здесь твоя ошибка. Он говорит, не говори людям. Людям это не нравится очень сильно. Людям не нравится, когда показывают его минусы, то есть ошибки их. С одной стороны, я понимаю его. А с другой стороны, смысл в чем? Смысл в чем? Тогда не знаю. Ну, в любом случае, я не говорю, что он не прав. Но дебаты у нас были очень сильные. Кстати, по любому поводу. Толстой, Достоевский, любое их произведение, философия. По Ницше сколько мы вели дебаты. Про Каббалу. Вы просто не представляете. Все мои годы, студенческие, молодые годы, мы с ним столько ночей просто не спали и обсуждали любые вот такие моменты. За что, конечно... Так, дальше. Люди любят сладкую ложь. Ну, что поделаешь, Башлам. За правду не любят, бабдук. Ирония, сарказм, не знаю, ну да ладно. То же самое случилось и со мной. То есть ты думаешь, тебя сейчас, вот ты понимаешь, в чем проблема? Вот я сейчас тебе только что объяснил. Твоя ирония, сарказм, ее можно спокойно прочитать. Ты говоришь, что я типа тебя не люблю за правду. За какую правду?
Например, за какую правду? За ироничность, излишний сарказм, там, где нужно, не нужно? Я не знаю. Аллаху алям. Но в любом случае, хайнди ходуку, тебе дальше жить. Считаешь себя умной, лучшей, пожалуйста. Это твое дело. Мое дело тебе сказать. Я тебе в лицо сказал. Понравилось тебе, не понравилось. Я высказался. Дальше твои поступки, ты сама за них можешь отвечать. Да, правда, не нравится, хоть и так просто говорить. Башлам, ассалам алейкум, хамуму, брат. Ва алейкум ассалам, Юсуф. Дину, Мокшу. Черту, ассалам алейкум, бахаку, Евлоев, асхабс. Черту, ассалам, да, далекой. Ассалам алейкум, ваша. Собор делаешь. Собор делаешь. Подождите, извините. Сейчас наш стрим может прерваться. Прошу прощения. Вот нету. Недоблогер я, понимаете. Был бы нормальным блогером, было бы нормальное пояс, поддерживающее кресло. И спина бы не болела. Но недоблогер, поэтому и нету. Так. Исаев Султан Цегина ваша. После этого я ему написал, хочу с ним связаться, туда-сюда, срочно связи, валая. Он даже не ответил. Я его не видел после этого, честно не видел. Телефон, который у меня был, я звонил, он тоже не ответил по нему. Так что, Султан, это цакарчансон ваша. Это было немного про бацбийцев. Что можно рассказать про бацбийцев? Те, которые живут, их немного, они очень сильно огрузинились. Хотя есть единицы среди них, мусульмане. В основном они относятся к ингушам. Хотя они считают себя отдельной общностью. Где-то 3 или 3,5 тысячи человек их. Поддерживают ли они взаимоотношения с нашими кистинцами? Не всегда. И не самые лучшие взаимоотношения. По крайней мере, Султан говорил так. Спанкиси Султан, ведь у нас кистинец. Многие, молодое, старшее поколение, более или менее еще знают, что у нас родственные отношения. Молодое поколение уже называет себя только грузинами. Не называет себя ни войнахами, тем более не там ингушами или чеченцами, тем более. Но в основном они относятся к ингушам, насколько я знаю. Вот, и все. Ассалам алейкум башлам. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Саварим, ты не переживай. Для начала, прежде чем кому-то что-то говорить, сам что-нибудь сделай, а потом уже другим говори. Саварим, ты попал в черный список вчера только из-за своего ненужного сарказма и оскорбления. Поэтому я у этого человека попросил вместо тебя оскорбления. Этот человек является достойным братом. И он делает для нашей истории и для нашего блога намного больше, чем ты даже знаешь или понимаешь. Поэтому я тебя прошу, это очень не украшает тебя. Зильбухар опять задонатил. Зильбухар дерес хейлхун. И Ваха тоже. Ваха да саадуэл болдиснек эзашка соудолетил. Дерес хейл гона остадан. Огромная благодарность всем, кто помогает, донатит так, как может. Огромное вам спасибо. Иншаллах, все, что вы делаете, все, что вы отправляете, только во благо нашего канала и для нашего канала. Цаума, солнах, цана, аур. Дальше. Руслан, ты очень хороший блогер, бесспорно, и приезжай. Аминь. Надеюсь, это было от чистого сердца сказано, а не обычно как-то делаешь с иронией и сарказмом. Да, сидой. Кистинч пяс мадуаш хылама бохцер дуй и башлам. Бахду. Хыла до чинца дуйшт.
были между ними разборками, но Кестин Чуэй, Нохчи Тига Ашбол, Берзлаю. Вошла призыв к благому, уже благое. Вот видишь, хорошие слова ты тоже знаешь. Молодец, Соварим. Это уже хорошее. Сейчас ты уже себя более или менее ведешь себя по-взрослому. Заурбену, ты же понял, о чем я, да? В нашем народе никогда не было царей, королей, ханов. Почему тогда государство Семсир называлось как царство Семсир или царство, то там должен быть царь? Нет, Хатиев, не обязательно. Ты же должен дать какое-то название ему. Правильно? Должна быть какая-то градация, должны быть воины, должны быть управленцы. Как-то же они назывались. Если мы не знаем, как их называли, мы не называем их, грубо говоря, называем по стандарту как царство, королевство. Благо, хорошо, что оно не ханство или султанат. Поэтому подходящий, допустим, Дзурджукете, это же государство. В государстве должны быть воины, правильно? Должны быть. Каста воинов, какое-то управление должно быть. А без этого как может существовать централизованное государство? Если мы не знаем, какие термины и как оно делилось, это наша проблема и наших историков проблема. Вот, а мы должны найти эту истину. Пытаемся, по крайней мере. Башлам, откуда ты взял, что бацбийцы относятся к ингушскому? Это ошибка. Шейх Мансур. Нет, если ты говоришь про бацвай, Нохчи Тайп, это другое. Бацбийцы в основе своей, в основном, говорят, что относятся... Я не говорю, что все. Но там, где написано, говорят, что в основном они относятся к ингушам. Вот у Маргашвили то же самое. Что бацбийцы в основном относятся к ингушам, говорят, что их корни. Я не знаю, насколько это достоверно. Я не говорю, что все. Но их и не так много, 3000. Вот. А, допустим, панкийские кистинцы 99,9% все нохчи. А вот бацбийцы в основном они относятся к ингушам. Ошибка может быть, шейх Мансур. Я не говорю, что это так. Но у Маргашвили и у грузин других, которых я спрашивал, они говорят, что они ближе к ингушам. Не знаю, насколько это достоверно. Может, это не так. Я признаю. Но я вот прочитал это так. Может быть, это моя ошибка. Если у тебя есть какая-то большая информация, ты в директ мне скинь, я прочитаю. Нет. Есть у нас тейп Бацвай. Бацвай есть. С бацбийцами не путайте. И этнографы тоже пишут именно так. Не путать с чеченским тейпом Бацвай. Я не знаю, какое к этому отношение, но 17.01.82. Зачем ты хочешь узнать мой возраст, я не знаю. 17.01.82. Фамилию, отчество назвать, группа крови могу назвать. Номер, паспорт, серию паспорта могу назвать. Я не знаю, честно сказать, зачем тебе это, ну да ладно. До бацбийцев была нация ингушей. Нет, ты не понял. Расул Альдиев, ты не понял. Бацбийцы древнее, чем название ингушей. Не путайте. Намного древнее. Но мы же говорим не в прямом смысле этого слова. Бацбийцы родственные. Вообще их относят как... Если говорить советской истории, бацбийцы, нохчи и галга идут как войнавская нация. Они идут пучком отдельно.
Но вот считается, что почему-то корни у них оттуда. Я не знаю почему. Понимаете? Я не могу сказать. Но говорят, что корни именно по ДНК или по... Наверное, они исходят из чего-то. Они говорят, что они переселились из горного Ингушетии. Насколько это достоверно, я не могу сказать. Поскольку в соседнюю историю я не влазил. Но по возрасту само название ингуши, оно уже не такое древнее. Это вы должны понимать. Ингуши и ангуштовцы, это не древнее. Галгай название древнее. Но Галгай был сначала было тейп, а потом они сейчас под него, это более сильный, экономически независимый тейп был. Сильный экономический, то есть там три, кажется, Хамхуай, Таргим, ну, в Таргим, которые входили, 3 фамилии туда входят. Вот они были Галгай. И вот у Бирже то же самое пишется. Галгай отдельно, Цхорой отдельно, Джейраховч отдельно, Назрановцы отдельно. Вот, и Фяппей тоже отдельно. Вот так идут там градации. Это потом уже сейчас начали всех над это название идти. А так, Цорой, Фяппи, Джейрхуай или бацбийцы, они по возрасту старше, чем ингуши. Название ингушей. Я про название говорю. Так что прошу сразу как бы... Но опять же, это не мое дело, и мне нежелательно, конечно, я не влазю в соседнюю историю. Я вас прошу не задавать мне такие вопросы. Кохаллай о царь, ну, цыган, в любом случае. Бацбийцы, то, что я прочел. Расул Альдиев, я надеюсь, тебе ответил. Вот. А так, они каждый по возрасту, самые. В 19 веке, допустим, они все отдельно идут. Да и не только я. И Муса Зурабов тоже сам говорил об этом. Чоры до выселения не относили себя к галгаям. Сами галгай не считали их галгаями. Да, я слышал это и от Руслана Арсунакаева слышал, и даже во время депортации там, что, ну, опять же, я не хочу влазить в это, и тебе тоже не надо влазить, потому что это получается, у них отдельная республика, отдельное все. Сейчас, если мы что-то будем рассказывать про эту ситуацию, мы влазим в личные дела ингушей. Нам этого делать не надо. Они сами разберутся. Сами в своей истории разберутся, все остальное. Наши цхоры, наши цечвай, наши мержвай, наши мушхвай, наши уастхвай, галай. Все наши это чистые ночи. И мы один единый народ. И никогда, ни к одному из тех тейпов, которые я назвал, Тируа, Мелхи, любой, который я говорю, не был ниже ни одного чеченского тейпа, не был и выше ни одного чеченского тейпа. Поэтому башлам ваюр табуца. Войнох чичу або цхорой, войнох чи цхорой бу. Ваша сунха саюр там будешь. Саюр твой мобу цхорой. Нох чи тейпан шаш, нох чи коман до цхорой тейпан до олса. Но вой бьются ша, нох чи чуниш вас бьются. Цигабеш сэр отбит, они сами разберутся. Вой гук дацу юкая. Нох чи чуабеш, нох чи бу. Цигабеш цигабу. То есть мы не должны вмешиваться, и это неправильно. Я это дело, как говорится, не вмешиваюсь. Да, в Чечне они говорят, что они ногчи. Поэтому я не спорю, потому что в прямом эфире, когда он зашел, мы разговаривали, он не хочет нашего деления. Он так говорит, ногчи галгай цахьечин. Я согласен с ним в этом плане. Цахьет. Но когда ему задали вопрос, он говорит, а кому ты относишься, он сказал вот так. Я не хочу относиться или говорить, что они такие ногчичуабеш алишуй диха арабеша ой бюцербац. Это личное мнение. Но что говорит история? При фиксации бацбийцы, цхорвай, джейрхуай, феппи, назрановч, галгай идут отдельно. Как отдельное общество идут. Не единый народ, а отдельно. Все, давайте дальше вопросы, не будем циклиться на этом.
Поэтому Сун Балдыгдич, но так получается географически, гора там находится. Вчера я вам зачитывал Берже, и Берже говорит, вот и хайхи улица, хайхароец, халма вельна ха. Все, что уходит в левую сторону, он говорит, это кистинцы. Все, что уходит в правую сторону, это Цхорой и Галгай земли. Он не говорит галгаевцы отдельно. Но у Берже он говорит, что все они к одному народу относятся. Ну, сегодня многие ученые говорят, что якобы Берже был неправ и так далее. Ну да ладно. Башлам. Грызуны много чего... Грузины много чего говорят. И то, что Бацуай или другие пришлые чушь, это они специально говорят, чтобы эти территории, которые живут Бацуай, присутствуют. Не путать, опять же. Бацуай и бацбийцы это разные. Ваша Бацуай тейпду. А бацбийцы это большая общность людей, которые себя относят на равных и к чеченцам, и к ингушам. Может быть, шейх Мансур, я не знаю, может быть, они делают. Но а смысл какой? Они очень сильно ассимилировали с грузинами. Очень сильно ассимилировали. Молодые вообще не говорят, что они являются, что у них наше. Старшее поколение. Все, я мое видео, давайте я вам поставлю, чтобы более наглядно было, чтобы было понятно. Я надеюсь, вы поймете, конечно, язык, но не гарантирую. Надо хорошенько только послушать, чтобы вам было понятно. Дик ладуод ешун, а то не поймете. Чуть-чуть подождите, а то у меня много роликов. Не могу сразу. Вот так бывает. А компьютер я лари раз. Да, бо, что чё хочешь, ир ворхой. Панкс, 3, 4, 5, 6, 7. Вана, ничего, во. А вы пока готовьте вопросы, если у вас есть. И рисковать где-то. Ничего надо еще. Как же много всего у меня. Так. Сколько я собрал про разные тейпы. Так. И тишина. Вот. Самая большая проблема, что какой из них первая часть, какая другая, не знаю, честно сказать. Во. Как по-баскетскому много времени? Духа. Как ты живешь? Морвахе. Мохуха, да. Морвахе. Корова как по-вашему? Корова ет. А баран? Устх. Козел как? Каза. Шкура? Хака. Волос? Беджа. Волос. Один волос как у вас? Чо. Усы? Мач. Подбородок? Чайник. Нос? Мар. Вот глаза как? Барк. Лоб? Хака. Голова? Корт. Уши? Ларки. Не схожи у нас. Зубы? Царки.
Сердце как. Дух. Как по воспитанию много времени. Сейчас Ну, еще вам духа. покажу. Как ты живешь? Морвахи. Могу, да. Мор. Мало, у меня Корова, очень как много очень. разного Корова всего есть. есть. Ну, Баран, Устх. козел, как. Каза. Шкура, Кака. волос. Беджа. Волос, один волос, как у вас. Чо. Чё? Усы, Мач. подбородок, Чайник. нос, Мах. вот глаза, как Барки. Барк. лоб. Хак. Я басбиец из Ахмедского района Грузии. Село Зимо-Алвани. Вы относитесь к войнарскому этносу, как чеченцы, ингуши, кистинцы, акинцы и бацпийцы, да? же? Да, да. Но вы бацпийцы и христиане, не Да, мусульмане. мы христиане, да. Да. Но вот относитесь к нам, война, чеченцам. Да, Да. Но вы живете в Грузии. да, мы живем в Грузии, в селе Зимо-Алвани. Нас где-то, если не ошибаюсь, 3000 человек примерно. Но остальные рассосались уже в Грузии. Да, Да, возможно, Да, возможно. да. Да, Но потому что это в 16 веке я читал историю там. есть наши однофамильцы и других селах, Кахети, может быть, и по всей Грузии. Где-то 20-25 тысяч. Вот, Раньше было, да, возможно, да, возможно. Ну, я вот как-то взял, хотел сравниться, насколько... Басбиец из Ахмедского района Грузии. Село все есть, я Зимо-Алвани. просто Вы все... относитесь к войнарскому этносу, как чеченцы, ингуши, относитесь к нам, война, чеченцы. Да, Война, чеченцев. да, мы живем в Грузии, в селе Опасный Зимо-Алвани. журналист, бывает Нас вообще. где-то, если не ошибаюсь, До того опасный. ну, например, когда вот обиходные слова, мичута, мева, мичрева, Мичерова. Откуда, да? да, ас мичевахе, где ты живешь? Мичрева, откуда ты? Вас зимо Алмире. Зимо-Алвани – это название нашего села. Морва, как ты, как твое здоровье? Ну да. Нанваш, дадваш, кнат. Вы кант говорите, мы кнат. Вако, качко. Дерево как у вас? Дерево – это у нас грузинское. Так, еще Ну, сейчас например, постараюсь показать вам. когда вот Ай. Ай. Освободилась. Ответить на вопросы, отвечать и показывать видео одновременно у меня не получается. Чуть-чуть потерпите. О, несколько тысяч да, лестен халех. Дагайте еще изам. шур, Сыр, начх, масло, даты, мед. вот Умер как по-вашему. умер, боты, то есть не испеченный боты. Умер я. Умер? Да. Вани, Вани, Давали, да? Давали. Жениться как? Юхьёер, А замуж? Марвина, Невестка как? Мус, Молодцы, у нас учиться. Это все учиться как? Шур, Сыр. Начх.
умер? Да. Вали, Вали. Давали, да? Умер? Да. Вали, Вали. Давали, да? Давали. Жениться как? Юхьёлер. А замуж? Марвина. Невестка как? Мус. Мус. Молодцы, у нас учиться. Это все учиться как. Молодцы, у нас учиться. Это все учиться как. Замечательно. Шур. Сыр, Начх. масло, Даты. мед. Мод. Умер как по-вашему. Умер. Боти. То есть не испеченный боти. Умер, я говорю. Умер? Да. Вали, Вали. Давали, да? Давали. Жениться как? Жениться как, жениться как. А замуж? Марвина. Невестка как? Ну, пока это Есть послушай. пучкуна, рубишь, маху, метод веш гылхшу, веш хаза, лама, собр мелду от таки, элшеп, собр каш элшон, яха, собр крош, он уз олрахама. Тагам хилбиз, и собр качин шо, яха, собр крош, хал хотер, özdül meli от таки вори, олр, özdül ши качин шо, яха, özdül крош так уз вори. Тагам хилбиз, özdül ши качин шо, яха, مسا سما تحسن ستيس تحسن وجرا يوزر في خاص من شرطها كله وزر يوش لكن أيضا يوزر يوش ما في البيز هو زمان شو يوش كون في ديكنا وزر ما في البيز هو زمان شو يوش كون في ديكنا وزر يوش مهو مهو يوش غمسو غير يوش خزر غامشتو تهن حلقة شاتنز دينو القشتهن حيقل سي كيكم شاقية جيشتو بغاش مهتبس بزنجليز Сравниться, насколько сходятся наши языки. И я взял разговорник. Ну, скажи, пожалуйста, вы чеченские слова же знаете? Вот скажите, что какие слова? Ну, хотя счет. Ну, баспийцы, что наши одинаковые. Да, счету, например, цаши, ход, и Ну, это 1, 2, 3, 4 по-нашему тоже. Да. Цаши, ход. Да, но интересно, счет идет уже после 100. Да. Мы 100 говорим пхаустха, пхитха. Притва. 5 раз 20 вы говорите, да? Да. Потом ехцат. Сравниться, насколько Ну, вот сходятся так, наши языки. И я взял разговорник. Короче, как-то вот так вот. Я
Башлам. Слова, которые он произносит, ни в чем не... Я знаю, что он ничем не отличается. А Свайбах, вот это интервью взял наш Гаровой Нохчу и Ацаг. Есть еще другие видео. Там еле-еле можно понять, что он говорит. Поэтому вообще бог ждать. Но все понятно, что ночью... Вот это несколько частей, у меня 5 частей, я его обязательно опубликую. Но и сейчас я просто-напросто не помню. Судя по роликам и как они разговаривают, складывается впечатление, что они скорее не нохчи, которые грузинились, а скорее грузины, которые пытаются какой-то исторический период очечениться, просто мыслят. Понимаю, но это немножко не так. Итоги башлам бацбийцы кто они? В итоге бацбийцы это бацбийцы. В советской историографии они записаны как войнахи. То есть чеченцы, ингуши и бацбийцы. Вот они идут отдельно. А так, кому они ближе, когда говорится, у Маргашвили, если я не ошибаюсь, или у него, или у кого я слышал, они больше относятся к ингушам Алязиндар. Опять же, не утверждаю, не говорю, что это так однозначно. Писать можно все что угодно, а сами они считают большинство себя грузинами уже. Нам они отворят, что наши, другим, что они другие. Короче, не наши. Освободилась та зимоц. Кости. Короче, иштама штухшун. Задавайте вопросы, если есть что там еще вы хотели спросить. Башлам цхорой уги хасюец. Иншаллах, как положено, волгай адат, я встретил его гоху. Дерез хил, да, хаусар дуай. Сейчас, правда, пока осень, но летом, может быть, весной, летом посмотрим, да, хаусар дуай. Цхорой, может быть, вы уши цани гошкат. Тхаши цани дауру, а очи гурдуай. Вот. Ой, бьются ночью мат бу, ой, бацбийцы мат бу так. Так, дальше. По сравнению с ними, да, хотя были, конечно, проблемы с ГЭС, ну да ладно. Башлам, ты узнал, кем был Суиб Эрсенов? Нет, не узнал, я же еще раз сказал. Он был командующий всеми войсками имамата при Даргинском сражении, там погиб. Не слышал такого, честно сказать, такого не слышал. А у Марше, но информацию мне в директ скинь, я проверю, но ничего подобного я, честно сказать, до этого не слышал. Возможно, он был, но что он руководил Даргинским сражением, такого я не слышал. Их диалект очень похож на диалект чеченцев, которые живут в Иордании, мне так кажется. Так, дальше. Диалект очень похож. Так, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Одного моего брата чеченца встретил в горы, ездил полгода. Погода хорошая. Идикду. В итоге ас эльчунт до хаусаршу. Как только ночью народ укрепится, эти люди начнут кричать, что они ночью, ровно как и раньше начали называть себя грузин. Укрепиться, да. Да, хорошая. Сколько человек в Ютубе?
почему больше всего, я не могу сказать, почему именно больше всего биноевцев там. И у меня такой информации нету, что там больше всего биноевцев. Сега бил твой был, беной был, так, алрвай был, поэтому я не думаю, что... Может быть, сунцага так компактно, наверное, что тайп ансани духа беш. Тайп на штабан хрбук. Саламу. Так, что здесь? Ассалам алейкум башлам. Мучаюсь, никак не могу скинуть деньги на YouTube. Пишет ошибка, там в карте написано мир. Не могу понять, из-за чего, как быть. Адам, саламу. Адам. Ваша цигах Ибраим был швон YouTube чё хавала. Ибраим алязин он цинг ахата ха. Цо подсказать идон сунца ха Европе. Цигах через donation ош программе и циг шволани хажа Адам. Цо хитсат кечерегам хам кача цигах шимо дайтен через YouTube. Мир номер саса виза карт дуй виза карт дуса мир карт датса. Мира до виза до сон разница яц, но цигар на мир на визу дает лоца дает сон хамса. Номер карты-то я могу тебе отправить, но через YouTube Европе обучают, через Антро Ибраим Алязин он знает там всю эту систему. Спроси у него, Адам, дикдуй. В любом случае, они слад, дерез хилон дал сидуэл. Она осталась дегдарна хотя бы дерез хил нисла ниструдуца нисла дома дать свой. Это брат Адам писал, что он никак не может отправить донат через donation, через YouTube. Не знаю, в чем причина. Спрашивал, как быть. Башлам. Она бог улабах. Как считают бацпийцы, что мы говорим на их языке, они признают? Да нет, конечно, они знают, что у нас языки одни, что у нас корни одни. Они не считают, что мы на их языке говорим. По крайней мере, бацпийцы не такой народ, который что-либо нам бы заявлял или мог бы заявлять. Вы представляете, там, 3000 это даже самые небольшие ногчи тайпа, и то больше. Даже рикхуай, эдухуай. Чеберла, цатайп, ну и рикхуай, хиба что кадать, их даже 7-10 тысяч человек. Поддержать башлама. Ибраим. Адам бошуни, цушик, цеятло да мудади, цахашин бошуи, годиятсон. Ажацию гумадалой. Просто он с Европы, если он с Европы, если я с российской карты с Буладу, я не знаю. Считают башлам. Я видел в прямом эфире у Артема двухместного, что мы от них взяли язык. Я не знаю, я не смотрю Артема, честно сказать. Артему они могут говорить все, что угодно. Вот. Друзья, я вот начал говорить про тех, кто переселился, и грузины, которые живут, переехали. Вы не дали, просто я увидел немножко неинтерес увидел в ваших сообщениях, когда мы смотрели, я делал эфир. Я прекратил. В этой книге у Маргашвили есть и про бацбийцев есть, и про Зимо Алвани, про все есть это. Ссылаясь и на грузинские источники, и на другие. Но вы как-то показали неинтерес свой. Я и перестал его дальше продолжать эту тему. А сейчас вы прямо загорелись как-то темой бацбийцев, я уж немножко даже удивлен. Там больше, чем бацбийцев, наверное, в раз 7 больше наших панкистских ногчей. Но про них никто не спрашивает. Башлам, насчет двалов или туплцов, они тоже были раньше нахами. Нету понятия нахами. Есть нахчийцы. Понятие нахи ввел Заурбек Мальсагов вместе с Яковлевым. Нету такого понятия, как нахи. И никогда его не было. В начале 20 века выдумали это название. И все. Нахи никогда мы не говорили. Это неологизм. Это самая большая ошибка, которая была.
Туальцы. Что касается двалов, туальцев, говорят, что да, что они от наших в основном. Двалы не знаю, но как Дударовы, да, они относятся к кому? К двалам относятся или к кому они относятся? Но они считают, что это прямые наши акинские тейпы. Хевсуры были. Хевсуры не были ногчи. Но к хевсурам ушли многие фамилии. Я их перечислял в эфире. Посмотрите, где-то 5-6 эфиров ранее. Посмотрите, там я зачитывал. Ну, сейчас, думаю, зачитывать у меня уже глаза не фиксируют. Но в Хевсуретию ушли некоторые кистинцы, то есть ногчи. И ингуши ушли. В Хевсуретию переселились. Это есть у них. Ну, J2 есть и у кумыков. Мы же не назовем их. Ну да. Цуантру, абсолютно верно. Но это не имеет никакого как бы подтверждения. Это само собой сказки и ересь просто-напросто. Насчет сыра, насчет там делали мяч из сыра, там было так много сыра. Ну, чтобы вы понимали, еще раз я вам говорю. У нас сохранилось мастерство делать все. Лекарства, кушать там, не знаю, жижгелныш, все остальное, все осталось. Почему нету ни одного чисто чеченского сорта сыра? У андийцев есть, допустим, свой сыр, у сюли есть сыр, у грузин есть сыр, у всех есть сыр. Имеется в виду свои какие-то сорта. А у нас нету вообще. Если бы у нас было так много разных сортов сыра, по которым мы назвали наш народ. Там же были и другие версии есть. Вы не слышали дальше версии, что мы от плуга произошли, потому что Нох Олвей, Нох Дох, что, короче, Нух это вот Саха и так далее и тому подобное. Есть и такая версия, не верьте. Это все чушь собачья. Самое правильное, самое достоверное, это народ этой местности, Ноев народ, как иначе говорят. Вот это самое достоверное. И есть тому подтверждение. Есть и древняя история, откуда мы произошли, и Нахичевань, которые название местности, которые, ну, все об этом говорят, все ученые. Грузинские, армянские, азербайджанские. Вот. Нету понятия слова нахи, соварим, я как горох об стенку. Что бы вам ни говорил, вы обязательно повторите. Я же вам говорю, нахи это неологизм. То есть это свежевыдуманный термин, который просто... Это как норнийцы. Нахчи есть. Дальше не знаю. Ладно, задавайте вопросы. А то, как вы знаете, время. Я уже в эфире. Так. Без малого 22:30 я зашел. Сколько это в эфире? Очень долго, короче. Ван, не Вань. Ван. Местность по-армянски называется Ван. Ереван. Нахчиван. Нахчиван обозначает Нахчи этой местности. Это армянская Ван. Ван и Янг. Вот они. Грузинские, да, как говорится, окончания.
Шервани, слышал, у вас очень проблемно, экономические проблемы, ты сейчас писал здесь. Все остальное. Дайла Эзарбалах Велхейл. Желаю, чтобы у тебя все было нормально, чтобы ты преодолел этот кризис. Вот. Слышал, человек, который нес вот этот MacBook Pro, он пешком шел, говорят, где-то дошел до Хорватии, подскользнулся, упал и умер. Поэтому этот ноутбук не дошел. А сейчас кризис, трудно там. Сложная ситуация у тебя, сложная ситуация. Это я уже научился от Амины, от Совар-Им, от Маршуа. Ну, аккаунты те, которые меняют. Армяне все себе приписали, с чего это им обозначать как наш. Юка. Дикый вещим. Уюк сутеж. Совар им. Хавула, вот Совар им. Вот мне интересно, вот как тебе выйти в прямой эфир Совар им. Откладил. Жалко. Я хотел увидеть тебя, Саварим. Ну, Амину звать я не буду просто. Хотя бы позвал, но не буду. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Ну ты Амине скажи, она тебе поможет, поддержит. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Masai salam maşallah. Sana telu şolsun YouTube'da окко ссылку шишим любой точки мира, любой карты. Instagram чимеш хочу дуй окко башлан поддержать. Описание ссылки улучшаю. Ибраим, авцига, целый студию, давай, инса мума олча, да, спа. Да, куда это? Телефон, планшет, компьютер, ноутбук. Дерес хил, да. Дерес хил, да, духва. Каждый стрим описание, что ауса, ссылки шишим тебя, уйо, часто ссылки шишим. Донатия, шагуй, халума дашим. Ибраим, газир, газа, хал биткоин майнит бяша ватса, газир. Гуш доту алязин, сибухат. биткоин любой нагаш хада итош махаш хада итчане. Ладно. Биткоин объявляет итальянцев. Ладно, дикду Ибраим. Дикду так, давай. Так. Все. Дальше. Так, дальше что? Есть вопросы, есть что вы хотели спросить еще?
Гюри. А слово горах значит время запасать дрова. Зима. То есть время пора изо рта. Пара изо рта. Или я гоню. Я не могу сказать, гонишь ты или нет. Не трать эфир. Тут уже болтовня пошла. Так, да, я так-то, в принципе, уже, если есть вопросы, есть, отвечу. Если нету, то тогда просто-напросто валикум ассалам отключу, потому что реально, чтобы не было лишних как бы разговоров, если есть вопросы, задавайте по истории. По истории вообще. Я понимаю, что есть многие полуночники, которые не спят. Сегодня я начал раньше, наверное, и раньше и закончу. В любом случае, надеюсь, что ответил на многие вопросы. Если есть еще... Ибрахим, если есть вопросы, там, перекинь мне, скажи, есть, нету, что они хотели бы, не хотели бы, чтобы не говорили с Ютуба братья и сестры, что я не ответил. Я быстро отвечу, отвечу как могу, и уже тогда, наверное, Башлам, где Азамат? Я не знаю уже, я не на связи. Азамат, когда заходит в эфир или пишет статью, я читаю, если мне это немножко интересно, а так не знаю. Я, честно сказать, есть у меня ряд ребят, которые еще ведут агрессивные бои в нашей такой гибридной войне. А так больше нет. И Русламбек, брат Русламбек задонатил. Русламбек дал сейдуэл, дал духуахуал. Будущник Эзашка Соду улетел. Огромная благодарность брату Русламбеку за то, что задонатил и помог нашему эфиру. За что ему огромная благодарность. Как говорится. Вот так вот. Дальше Мадуаштаться. И, как я поняла, его аккаунт блокнули. Не знаю, вроде бы у Азамата блокнули, нет, не знаю, сам он отключил или нет. Я не знаю, честно сказать, вежри Грузии таможня, ляцу мадуй, херю швид есть сердце этому, херю дамуа, дегринг херду. Все для этого делать. Башлам, скажи Амини, хоть раз за эти годы Цахасон, Маршо, может, ты сам скажешь ей? عليه باشلام ها امین تیسه شما سیخ و تاری و истории хохот хас Аллах я сам дерез масанхал. Есть вопрос. Весна по-чеченски басти. Время 1000 девушек. Лето эхки. Время копать. Блин, мне принесло. Герман, да. Да, Герман. Это как-то на языке. Да, Сах, да. Вот так я смотрю, Амина, Сувар, им, вы прямо так переживаете, что кто-то пытается как-то помочь нашему каналу. Но прямо, я не знаю, прямо так хуц переживаете. Ну, в принципе, дикринг хеду, да, дикринг хеду. Лингвистика очень интересная наука. Главное доказать это. У нас есть человек, который за это пытается активизировать. Мегарду.
Ибрahim, есть вопросы в Ютубе? Нохчима та кередейна эфир хлеб Аслам. Всем ассаламу алейкум, да, барца, болу судных, да, вот, цацпо, харцу, ючун, амин, вассалю, алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Амин, иду зелимахан, да, муах. Любовь к отчизне, совесть, долг и честь здесь сыновья внушали с колыбели, и прежде чем учили пить и есть, о мужестве над ними песни пели Мамакаев. Да, муах, Аслам, у меня есть вопрос. У кого есть вопрос, задавайте, и мы на этом, наверное, уже. Характер поведения такой же, шату. Может он, может нет. Вот почему я не все комментарии вижу. Если тебя кто-то заблокировал, ты не увидишь. Или есть вопросы, мне приходит вот здесь вопросительный знак есть. Вот у него, когда приходят вопросы, тоже я не вижу. Так. Короче, пришел донат. Амина прислала, сделала донат. Совар им, твоя очередь. Вот с таким сообщением прислала донат Амина. Амин, да, саил, а я это донат, будеснег, эзершка, соудолетил. Амина прислала донат, написала, совар им, твоя очередь. Улыбка, смайлик и в кавычках это, да, все. Короче, совар им, тебе написали, теперь твоя очередь. Амина прислала такой донат с таким названием. За дело так за дело, за живое. Дальше. Дорогуевское сражение. Многие соседи считают и качают, что это даргинцы были. Даргинское нам надо эту тему раскачать, чтобы люди знали, что это. Это давно известный факт. К даргинцам это никакого отношения не имеет. Это селение Делга, Дерга, название не Дарго, а Дерга у него название. Это село основали исконно Нохчи Тейп Белгтоин. Белготовцы основали. Никто, никакие даргинцы не имеют к этому никакого отношения. Просто созвучие и не более. Не Дарго, а Дерга называется это. Вот. Основали его чеченцы. Никакого отношения к даргинцам он не имеет. 100 раз говорил. И даргинское сражение не имеет никакого к даргинцам. Так что они, конечно, со всем уважением к даргинцам, но это к ним не имеет никакого отношения. Ассаламу алейкум, Башлам. По-моему, ты самый известный историк в Чечне. Тебя на улице узнать, подходить люди к тебе. Бекал Бекхадов. Валикум ассалам. На улице подходят, фотографируются. Не скажу, что я самый известный историк. Нет, это не так. Люди подходят, спрашивают, фотографируются. Самый известный историк с этим именем, конечно, можно сказать, для людей достойных, такие как Хасан Бакаев, Руслан Делиханов, Хаджи Ахмед Хизреев, Хаджи Хизреев. Очень хорошие историки, которых я, как человек, который любит историю, занимаюсь блогерством, уважаю, ценю. Если еще такие вот прямо, я уважаю Ильяса Сигаури, который написал очерки истории Чечни, очень уважаю. Вне всякого сомнения, Ильяс, фамилия забыл, петроглифы и книгу Понха он написал. Как же забыл его? Черт, фамилию забыл его.
догорелась он. Он, «Чеченское оружие», книгу, которую написали, тоже великолепные наши представители. Так что у нас достойных очень много. Я всего лишь блогер, который немножко занимается исследованием, рассказывает историю, занимается опровержением Цундера, ни больше, ни меньше. Башлам. Башлам, вот видишь, Абаз, и что? Амин, видите, Амин, ледерк атмалас, Амина, ищу. Но то хуек хинс да элла, маршо, хинс хона, то такой квасин, хинс ответ клуба отсухит, и все. Я тут при чем? А с Амин вою юцал, и что я думал насчет Амина, я сказал. Если ко мне конкретно есть какие-то претензии, в чем-то я не прав или что-то я нехорошо говорю, директ есть и для Амина, есть и для тебя. Вы можете прийти и сказать, не задевать людей, которые у нас в эфире, тем более новые они или не новые. Гил Хейз не стал подходить. Лечи Ильясов, правильно, Лечи Ильясов, тени вечности, Лечи Ильясов. Лечи Ильясов красавчик, очень мне нравятся его подходы, я слышал как бы очень Иса Асхабов про оружие, верно. Вошла месть, взаимосвязь между нами и кемерийцами по языку и культуре. Что касается кемерийцев, считается, что они полностью растворились в нашем кластере, имеется в виду кавказского народа. По-видимому, возможно, есть, но сегодня доказать это, кроме того, что любовь к оружию, именно холодному оружию, не знаю, что можно сказать, это очень сложно доказать сегодня. Бузуртанов, Кисловодский, проктолог, Шанвойш, Вьес Чухтерду, не знаю, возможно. Добрый вечер, говорит мой Милане или Мики. Добрый вечер всем. И вам тоже добрый вечер. Так что вот так, такая вот ситуация. И еще, ну вот есть пару человек, которых реально можно... Нет, историков, конечно, очень много, которых я знаю тоже, которые живые. Но, опять же, есть статус народных любимцев. Вот. К ним относятся вот такие вот, тех, кого я перечислил. Но есть те, которые непосредственно по специализации идут, им без разницы, Милха, Аухальча и Азичаны. Я называть их фамилии не буду, но упаси Аллах, чтобы быть таким историком. Я даже пачкаться не стал бы, взяв их книги в руки. Есть такие. Но, как говорится, все-таки, что бы ни говорили, кто бы ни говорил, этот человек, эти люди являются просто-напросто приспособленцами, ни больше, ни меньше. Ибраим, скажи мне, тишина там или нет? Стоп. Залимхан, я вот смотрю, что ты пишешь, допустим, да? Скажи мне, назови у нас таких русиков хоть одного. Я вот в вашу переписку не влазил и молчал. Но вот сейчас мне интересно, вот Ацарову
прямо показывая свое лицо, оскорблял бы ингушей. Если ты отвечаешь за свои слова, назови его. Вот прямо сейчас. Ты можешь прямо вот сейчас отправить. Давай я тебе запрос отправлю. Вот на прямой эфир. Подожди. Так. Заплани, удалить, пожалуйста. Подписать. Ты можешь отправить? Нет, почему-то я не могу тебя. Не могу, я не вижу тебя. Отправь запрос мне. Можешь пока, даже тебе писать не надо. Эфир чували, расскажи мне хоть одного. Я знаю всех чеченских блогеров. Всех, кто показывает свой фейс, кто не липовый. Назови хоть одного блогера, исследователя, который оскорбляет так ингушский народ. Ты говоришь, что ты отвечаешь вот за свои слова? Расскажи мне про них. Подожди, сейчас постараюсь отправить. Я жду. Блогера, историка, исследователя, да? Я жду. Всегда говорят одно и то же. У вас тоже. У вас тоже. Хоть одного человека. Лети ихум шмадиц. Ой, вежриду, ой, бусулбаду, ой, нюка, ихум драц. Лет веш халдацой. Но раз он защищает Русика, обвиняя в этом конкретно наш народ, я хочу услышать, кто из чеченцев говорит то же самое. Живых ныне. Вот я хотел уже выйти, в принципе, из эфира. Но вот мне сейчас очень интересно, кого он предоставит. Мне самому интересно, кто из наших блогеров, которые так говорит и так действует. И они переписывались, я молчал. То, что они говорили, писали друг другу, я не вмешивался. Это личная переписка их двоих. Ва алейкум ассалам. Амин Гилани. Сейчас, да, я это Адам, саламу алязиню. Адам, аситчинг, да, я это исправить, хажуаши. Док, гулкам кырдырвашини, хакач. Каждая поддержка. На вес золота. Ибраим, чувала, асон WhatsApp, чувала, да, я это наунсун. Посмотри, что можно там сделать. Ва алейкум ассалам. Всем салам, брат. Ва алейкум салам. Всем добра из Башкортостана. Ва алейкум салам. Желаю и вам, всем братьям, друзьям, знакомым из Башкортостана добра, мира и процветания. Да нет, Зелим не из таких, который убегает. Так-то он парень хороший. Я думаю, он сейчас посмотрит и назовет блогера, который, показывая свое лицо, говорит. И запрос, сяет, хазирс, запрос, сяет, очень странно. Допустим, Совар им я могу отправить запрос. Совар им наказала Амина Балдыгдич. Жестко наказала Амина. Омечался Пятигорский аук. Расулов 20 юху кому 8.
Ну, немножко подождем, пока он придет. Вы можете, если у вас есть какие-то вопросы, задать. Ничего вообще. Башлам, наоборот же, я наказал. С чего ты наказал ее? Так. Свободе. Саламу. Ему. Вот ты красавчик, конечно, Ибраим. Голосовую отправил ты мне. Как я во время эфира прослушаю твою голосовую? Я ему твой номер скинул, Ибраим. Может, вы свяжетесь, узнаете, как это можно провести. Этя. Так. Ничего, ты что? Вот. Походу, кофе мне много пить нельзя. Надо прекращать. Короче, Зелем, я чувствую, что ты почему-то не придешь. Ну, смотрите, из тех людей, которые показывают лицо, молоко, яйца рвай. Из тех людей, которые показывают лицо, если я не ошибаюсь, Асламбек, я, Амин Тисаев, и все вроде бы, больше нету тех блогеров, историков. Эфир камеры, камер хлеез тига. Снизу есть камера, плюсик дождь, и камера, это есть. Зелем. Внизу, полностью внизу должно быть. Видишь, где комментарии, там человечек, там стрелка еще такая указана. Камера и плюсик стоит.
Вот на эту камеру с плюсиком нужно нажать. У меня так, я не знаю, что у тебя за телефон. Если не можешь отправить запрос, ты можешь просто рассказать, написать даже можешь, если вдруг у тебя не получается. Где комментарий, справа сразу стоит камера такая и плюс на этой камере. Его нужно нажать зелем. iPhone, вот так işliyor Аза. А комментарий шуй, комментарий дает 3 точки, и следующая картинка такая камера с плюсиком. Вот на него нужно назвать. Нажать нужно. Молодцы, Асунца. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Удума Астана. Эфир перезагрузки, шуй, цао, хруй. Как он придет, так я сразу подключу. А ну-ка, колокольчики.
Ах, штадайлга ду обновить яшхаруи. Şöhret efiri ol bol ais modol. Mark Milui. У меня закончился по ходу трафик. Из-за этого выкинуло. Я не знаю почему, но я видел прямой эфир, видел 22 человека, все как бы работало, но все остановилось. Бяхмобил, это не по моей собственной воле, это время закончилось. Трафик закончился.
Зелем, hayatan запрос. Зелем, смотри, как ты нашел страницу мою, вот где написано подписаться, подпишись, потом отпишешься. Подписаться дай, вот на эту камеру с плюсиком нажми, если ты хочешь выйти в эфир. Если ты не хочешь выйти в эфир, если ты можешь написать, напиши мне, ты сказал, таких как Русик у вас много. Я тебе сказал, тогда ты должен знать и ответить за слова, кого ты цаятло, сюек цаятло, нету у него вообще. Я могу вам, хотите даже скрин сделать, там нету отправить запрос. Я нажимаю ему, а там нету этой строчки выйти в эфир. Я не знаю тогда, почему я подписан. Я нажимаю, есть, смотри, сделать модератором есть, подписаться есть, заблокировать Зелимхана есть, удалить из прямого эфира есть, пожаловаться на комментарии есть. Больше ничего нету. Я не знаю, почему тебя... почему тебя не показывать, я не знаю. Запроса почему у тебя нету, я отправить не могу. Если у тебя iPhone, где пишут комментарии, рядом есть камера с плюсиком. Нажимаешь его, потом отправить запрос там есть. Кто-нибудь отправьте мне запрос. Может кто-нибудь отправить запрос. Видно или нет, мы проверили бы. То вот ко мне пришел запрос. Заурбену отправил запрос. Принять. Вот Зельбухари эфиряу. Все, значит, работает. Заурбену в эфире, вот в эфире работает. Всем салам. Все работает. Все Там работает. есть еще просто плюсики, китаец, открывается дополнительное меню, может. Так, я не знаю. Не знаю, все. Это ДРСХ. Все, меня выключайте. Давай. Почему Зелему не показывают, я не знаю. Ну ладно, если у тебя не получается выйти в эфир, Зелем, оставь. Если ты не можешь выйти в эфир, ладно, флаг с тем, неважно это все. Напиши мне имя, фамилию человека, который точно так же оскорбляет ингушей, как это делает Руслан. От чеченцев. Имя знаешь ты его? Название канала хотя бы скажи. Если у тебя есть. Он уже марш пришел, видишь, под другим ником. Теперь он Тони Монтана. Я думаю, что, Зелем, ты знаешь, в принципе, что Зелем, Сора. То есть ты не знаешь, но ты говоришь, но есть. Хорошо,
давай сделаем так. Сегодня у тебя нету, ты не можешь предоставить никого. До завтрашнего дня, завтра, если у меня получится, я завтра сделаю эфир. До завтрашнего дня полностью просмотри, сделай что-нибудь со своим интернетом, и завтра приходи в эфир. Или в 10, или в 11 часов завтра у меня будет эфир. Приходи и да, ага, и завтра ты мне расскажешь о них. Если ты сегодня не можешь рассказать и поговорить. Хорошо? Я прошу прощения, друзья, но дальше у меня уже не вариант держать, потому что он у меня выкинул. Сейчас уже у меня идет неважно, куда он идет, уже нету варианта, уже 4 часа эфир уже идет. Всем огромная благодарность. Массарна Дерес Хил, особенно тем братьям и сестрам, которые смогли сегодня поддержать нас и добрым словом, и поддержать, кто смог задонатить. Массарна Дерес Хил, да, духдах дуэл. Завтра, если получится, мы сделаем эфир. Всех друзей я жду. Все, кто не успел посмотреть первую часть нашего сегодняшнего марафона, может посмотреть на YouTube-канале Баслам.39 Live. Всем моим братьям, сестрам, кто от начала до конца был в эфире, огромная благодарность. Эзашка соудолилшу. Да, лукда дуэлшу. Ашлясто гона остала. Ой, да, лаха. Ой, маргална, ой, историна, ой, талымна, ой, дахаусурду хилы. Масеры адекюэл. Если будут вопросы, если будут какие-то, что-то хотите спросить и так далее, можете отправить. Обязательно я отвечу. Пишите в директ. Не забывайте лайкать, ставить, оставлять комментарии или смайлики. Всем огромная благодарность. Адекюэль, бюстей халиол, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Еще раз. Массарна дюхас дейл дюха интер долсун сюгер ледер лояля астан халхиетер дня. Аллахи биллахи талахи та оскорблять ваши халхиет. Это никого не оскорблял, никого не обижал. Если вдруг я что-то сделал, прошу прощения. Огромная благодарность моим ютубовским братьям, сестрам, всем подписчикам за то, что до конца 4 часа сегодня упорно мы проработали вместе. Вы слушали меня. Пишите, обязательно отвечу, если есть какие-то вопросы, пожелания. И благодарность всем от души. Бюстей халиол, адекюэл. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ase Bюстей Халиол. Всем спокойной ночи. Дослушаем до чекпоинта чеченскую древнюю